активизировать бинотариус уже. Лёрик, слухай, Обычно что? по пятницам это будешь берешь, а сейчас массу активизировать, весь актив, я кладу Шольман. Берстен son ya Кюгязина, ахин Кюгязя, генерал звали, резуй, судя, Берсел подписал. Да, что-то рано он тебе генерала дал, тебе до Да, генерала ой, дел да, шлепать и мы память шлепать. такого, ой, Лёрик, ой, мы что, ой, тут сам туда подтвердился можно, а мы что, специально, Дуэртену, а ты Кюгязя, ты? Не, علم дать потянуть, держим, это слабо, да, علم. Вот, статьют Дуэртену умеется, на кричать, Не, мы вас, Дуэртен. علمان, объяснить, да, когда человек, да, опережает, hakkaşça doldu o ногчелы от молодой, человек на скользкую дорогу становится. Когда у тебя вровень, хабарама, а ногчелы от молод, цани идет, что это, ах, нормально, холон, сагуй. Если когда что-то одно опережает, это говорит, что-то, ах, Tason so tegwar ta jib dog da itala kük geze de a çodik tegwal watsa hastala ta danis olmasa jimle. не слова, вот так начнешь, а подчиненный, шбас изу улуешь. Он сам подчинение, ел Alile долги, мабуй нахуй, nokti mata ala ishat galga mata ej wote генерал-майор, gwa duhar. генерал-майор, он ельча, сразу, а ельча ты начнешь их угнетать, да? А подчинение, амбелиш буй. И цадей, у тебя должно быть уровень, и это мети. Alile bersel Берсер, подписать да буду хаваета. башмтя. Не, берсер, хаваета, а легбес, он хездается. Да, хорошо. Елец он дала, да. Так, мы поговорим с Берсером и решим. Ну посмотрим тогда. Берселам халтаг ваза, хау халтаг. Да, массу активизировался. Султан Хавинаон с утра, да. Да, он валик. Сообщат, نقول مال يوي نون علما حلوك وجاي علما ياو شو يحل علما Голос хезно, а них мацакарясон хотя. О, кари. Лёрик, савик сообщат уол шубаря. Да, мета бян барас. Что бянаться аж ценаш бянаться аж до Европе наш мета боль. 13 апостолов Швеция уже это. Не трон худа диез бош, да, безе бар, безе бош, это решение, понимаешь, я ж боришь. Shit dali, alçu alla soy alman. Shit dal so. Султан, что Положение дикиасон. Положение дикиасон, значит. Хазо алман. Лёгар го Берсел подписать да генерал звание лурет элдер вай. Дуда аша мело ночи генерал Хинс кияу чур, он ахуя да интуналят. Дудаев действительно модиц, а Мерсер Хавиан Хаэлчан, ша Alman şekere homa dat mat trajums du tvone. Del Hildo jogar, Lёgar, del Hildo jogar. Piega i Das hat in Hildo Madoison, oje, mir Hildo struggle do ganar. Ne, shit dalita, so budi ya shit dalita. Хугуш делан, Альман, хугуш делан, со постоянно Ой, он мичау, ой, цагуч да одежда. Что? Просто слушаю, а буду сладу, а что там, кеума деш вац. Eyman, Allah diyor. Eyman. Hamsi. Султан, Amin bodoş derse, mişi del hayanis. Amin ni. Amin Hristians diyor delam sabah. Жить кшима дуис, жить кши дуис. Дуй маса. Дуис, христианстве дует, ах, бусал чейра дуис. Смысл, да будет так, Боксан, пусть будет так, Боксан, что смысл, и раз он и все. Цан Мичер Делхан, жить кшандаль, до Египта, аяцан, до Египтян, до Египтян, Мичер Делхан, и дождь.
Саикас, все равно авраамические религии, продолжение Хайош мою, Не, Бусулдина. царь Мичерецин, царь Мичерецин. Древняя Египтян, цивилизация курсы мои. ват. Египтян, сага, курсы ват. Египет, сага, сон, Мишариат Египет. Дицан, Ну, лера ладуш пошла, дицан. ну, царь Мичердали, откуда к ним пришло это? Египтян, к египтянам, бая. Да. Откуда к египтянам попало оно? Я даже не знаю, что она попала к египтянам до религии. Да, попастен дон, сига попастен дон. И оно откуда попало? Ну, по сути, вполне допускаю, что любое верование всегда использоваться дешево, потому что смысл, да будет так, больше. В конце Да, Мичер любое Хаделдо. верование используется. Тошин Так, цара, хорошо, я султанин цара, он адеш до амя гуждон, дица. О, древняя цивилизация была еще, халда египтян там, у них там сказок ждать, шумерш буй, глиняная табличка был, шхазим, он это вот, знаешь, что первая письменность шумерская была. Киехат бо доштац нохче мичердал са киехт хали мичадо худугали киехат бо ште кудугаем и глиняная табличка керюка Цигердел дуис яздеш лыцари киехат глина юицутя глиняная табличка швицутя знак штири теш яздеш царь и школа лыцарь и школа Шумеру были школы, дальше задание лучше, задание яц амецаэль. Сейчас аменчен вал кюкай дой эйман улшла царь. Кириан и таблички, Кириан шейна и таблички, что тигр хадо, что египтяне, у них взяли, потом жить к стягер хаясане, амин переделать тигр дош, но эйман бог дошунис. Sen diyor ki, nasıl yaptırım gondarigo, sadece bir başına, nasıl yaptırım gondarigo. Ночи хилдо тюрнаш душунаш, тиграяцан душуниш, сказки ждать, они там задания обучали, сказки там, амдеш, лучше. Сейчас дешен мобильно, бейр, сейчас амин модойна, эйман ол кюкайду, эйман ол шила. Хитё. Тезешон, Лёха, в каждой шутке есть доля правды. Есть подобие сказки, что правда, хамакот, О, сказки шукар мадуи, тигр сказки дуй, хаяцан царь, египтян, хаяцан царь, грызик, хаяцан. Христиане взяли. Тигр Адош дуешь, сказки дуешь. Я объясняю Ну, вам, что эту это все сказку мы можем сказки. использовать в других целях со временем, понимаешь? Со временем мы можем его по-другому Ну, использовать. Sultan, primeiro, adam, hac ustad, inde literatür, şu temvelliyor, şu, сказки değil, bok böyle. Поемар, салам olsun, бюсин стигал вяхтене ал сказк, адуй, он, например, он из сказк, у тебя без разницы, что это, что устаз, что пайгамбар хун, если тебя взять. Тебе это Пайгамбар, o asuyacak, ustad, hac ustad var, o kadar. Цара, сон лита тяж. Со устаз, сунам цара, лита. Хаба, хаялла. Сунам цара, Literatür temvelliyor, şu inde, Asiya dindarlar, temvelliyor, şu bu, sarıza. Эмуэл хозан лил фубош дүйчөн цара, соны. Дин дажешь, лел шубош, дюйч тарезо. Дин дажваш, например, Хизера убош, инца дүйч, например, однозначно мнение, айлемнех, что ват, например, Хизер халот, ديل شيء قايلين شخلي الشغل شو تاع بروبليمات تاع وحيقل تتقو شو مشخلي الشغل شو ديل مو تاع خلدو تقدوي
خيلة وي وين وي دال أستاذ وات دال صوبردين واتير أستاذ وي جوسك رجدات واتير أستاذ وي جوسك Раз Шнавиганис, царская Россия забрала его, Бушвел Ватис, Хажвац, Мишау Эльчен, Харшет, Метти, Муфтис, Хабох, Шмаду, Мишау. Индия у Элакцию последний раз он в Индии цигадин даже швуизал. Хасаязан султан. هذا سؤال أسمع حاجين نبرم حاجين رئيس تخل طبعا ما ده شو طبعا وين البوليتيك مسؤولين يا О, طبعا хума мацабо, ажа, хума цабо, сик военный политик, не военный политик, хилица бо, ца. Раз хума ца политик, ца даун виганит, ца барни раз виган мауи ца, хабяк американцы, دين виган تول НАТО, يجين غلوك не طبعا دين сордят, تول يجين باف هذا سو НАТО ят, царец виган американцы, виган, до англичанцы, виган раз виган мауис. دين تول يجين هذا سو دين تول كهان تول غروت دين دوي دين تول Вот, собственно, один то худовиган, ага, сейчас сам ты говоришь, молодец, Швейцарии, Мадинова, даун я знаю только то, что слышал, люди давигин шхена шелаха вот лефт 600 человек, вина и освободителя, вина шбабан, 600 человек из пушек расстреляли. да Там бигма бигмите, на пушки бросать мобинишь, а гумаёч, а пушка ёч, гумаёч. Кетео. И там вот мед бабя, 600 человек, там дина ахма вилентнитига. Ubara. لا يقارش هبارة يقارش صورت هبارة سلطان انت هنوجد لا دين دوت تلو با دين تلو يجد موا صابر دين سونام صحيح دين ديالو دين دين ديال تلو يجد دار واس با أسم في كامي بوصل دين دحول دين تلو يجد دين أخشون قد даже что ласкаш Ну я понял, твоя версия, я состир модар не хоранши версия шо. Мы можем только гадать. Он и алхит, например. бусал дол бетки бусмет кабокдот ом Bu nis ba busul dina tsadiye saniye. Busul dinis on biaş bu. Değil muastra izamı huş modu vikami hado что izam. Вот это. Ну и дальше Царь. султан свободен, хорошо, эти мети, авиган велез. Инс, то хадях кан хайен, кадыров давайтан. Что он не мог ажи, прямо будешь, получается, сути, в этом направлении. Что он не мог в архивах там попросить или там послать ученых, Мичвиган выяснить, царская Россия, куда его выслала, Мил, кто мог? где. В то время. Ахмад Хаджи, если вам Рамзан Слуцкий мог? приводит, ну, Рамзан мог там послать там человека там в архивы, в чего там ловите, Мичвиган, какие года, Давиган, что там поднять бумаги, царский архив, Шуршмаютига, Мичвиган, Мичваган, Хаджи Тишуршмалой. Яма я тебя видим что-то информацию обо в плане, информация. Яма я. Не, моя. Архивская, юба там информация. Юбилейная информация, моя. Из Каскштадюча архивы, царские архивы сохранились. Картотека на всех людей, которые там были в Чечне. Молна Шацана, картотека есть. Вот да, в архиве, даже в архиве, сколько человек где проживало, перепись, первая перепись, вторая перепись, есть книги. Ой, в Грозном был архив, а он. Я в руках эту книгу держал, делал художественно, а я только версуюсь. Мел на фамилии, там мел фамилии. В архиве, в нашем архиве Грозном. Вот, сегодняшний день он сега. Я был в архиве Ишхайеншен, книжка, что он ездил, художественно, лишний груд, давай ешь. Лишний грудью, если люди, хотя и терес, ну, попрошу я достану. Зайди, там есть архивы,
Сега архиве, Хаяханшена, мел, кто где проживал, мел чуртаты. Можно это выяснить, а проблема. А в России тем более, юлши архив шаг масаяги, царский архив шаг саяган. Царские архивы, а кто на них работал, на эти спецслужбы ихние там, голос, название Гуиртерии, называлась охранка, царская охранка был Шерон. Цейры и сохранится, да не вот она цейраны султан, он цара был. Сигуал это Tasavvuf. был, Hacı там, где acil şey он ya. был там. Hakkım sen belki gindol umiyetsane ya. Dustin kamel dalur dus ya. О, я тебе говорю, а я тебе говорю, оно есть, она не пропала, она И после проверки, царской ну России, это. Американ. И проверка, Вот, это и мы он-то можем есть. говорить. И проверка, и нам мог бы давно уже определиться, Мича Уя, Хаж Мичуаны, где он выслал Мича Вели. Он там просил Шенкес Дулу, что там мелколацан, то ли 3 рубля, то ли 5 рублей там давали на месяц. Шенкес Дубо, что и вот заявление там есть. А проблема, я тебе халадат. И Мича Давелен халах Кари, что что там. Индия валится бо, что Индия. Милуе, Межиевик и Палца Бютич. Индия, Динга Даржеш, Лир Шуит Эмя, Лир Шубош, Эш Сабютич, находился Болоч. И могли бы этот вопрос закрыть. Ha, С sonra твоими, bu с твоими связями их невозможно проблем, да? Закрыть дальше вопрос. Su abog du horgestu. Ez arit Сум, düsteyler. Сум Хез Дуис, проверь, посмотрите, архив Шершун царский. Милч губернии, а вот это Милч юрта, аварии там, он там какие-то жалования получал, держатель, Сыслатин Махали, получается. Там он получал какие-то жалования. В Ростове, по-моему, да, Веганы сигарил, потом решение там в центре приняли, отправили его там в суд, отправили его там на ссылку и отправили. И Мичуан там, где он жил, давал Ишмасагалицон, будто какое-то жалование давали там, царская Россия давала, Шенк Эсдубов, его там бумаги, прошения там добавить ему денег больше. Лёха, Найдете Лёха, папку. А, ему повезло, что не в наше время, это на Украине, что суровым. вот Знаешь, 100%, Nasıl вот derdi она bu? вывела, да. Это царской охранке Ленин дал ссылку, ссылать, веш, Сталин ссылать, веш, вот боишь мацагалица, чубух, что они не в клетках держали людей. Сталина даже не держали в клетке, банки грабил. Alıyor kazıyor. Халиф mas Да-да. del çoğunluk şu. Mas del çoğunluk halifo şu. Вообще была Мавуис, вообще была, вот там, Del şey balga учение, gutlar vali. заниматься, Okçu дешево. vali. О, была уж камел, дешь махули, учеба он там, он язык изучает, Kasım. там, что занятия ходит. Kasım. Azun Что, ba ордена, что alıyor. ли? Достал он вас, Tkayes. да? Tkhaşara pasti se bagat. Leriyaş hawi aniyerso. Tun hak والله تو işe yol isobar olsun. Hum da tuna Была datarvel баксы. öz duat. Tuna datarvel ol vazo öz sağlar. Не, это одно дон, мети, а вот сел до этого и ларай, сура 4, аят 2-4, принимаешь ты. Ha Не принимать, sakura я же var. кушаю Bada арку akıyor da. шома, смотри. Не, арку шома, знаешь, что ногти у вас, а кузна для ногти швер, Nokçi когда sana вот, diş знаешь, что yapacağım şu ногти у вас. adeti. Diyor Я например, тебе, что nokçi ногти var шли, takı бас, şu. сюли, кучубич мабатиес, Ve hunda сюли, dik кучубич süli nek мабатиес. mahkum. Мунда. Dik süli nek So mahkum. dik бабат, дик милог мацхир ухайониш, дик мацхир Velci, бухайониш. Твой velci. ногти собордел, нет собордел. Вот Эвдеранчен, Хадяхканчен, в 57 году, это Хадяхканчен, от ногти тино шуошен ашбол сюли буй, Hı. шен кокт ино динаша, эрцебош ашбол, лакчи, üşеш, тинош, дамадельна, тах чубайтер бу эле кузагыш. Ашчуина куз эрку шон сюли, дат хавиан. Sen уймахина эрластяшон. Сагда оли аш або начинает сун сахари сагелган наш бати цучу аш. Они вдоль Каспия из названия что юрчкалан тига.
цен халдюттан двухэтажный тинош нонцига. Google чукашан. Закинь туда вдоль Каспия. Ленин, аул, Калинин, аул. Да хай хата, царал мабата. Чумаш, аж мабуешь. 81 год. Свободен, 81 год уже тинош, что аж будешь. Так хочу бахиться укдыш. Саму камдир, сюля махкадо камдир, саму халгавер, бахца, саму выступит дини, дала, далует тинош тела. Садина. Сундер хочу бахкич, бачиш. Лёха, Объясни, что дин да, дин чва душу, дин чва дал хорошую тинош, дадал диш, дарел. That's all. Делишь, садела, шавать. Когда освободишь или выступишь, пришлешь, потом заходи сюда, в Аркушу. Так, вот все кача, если сура 4, а я 24 кило чуй, я сомневаюсь, что ночью уяли. Там мюхом отнести его мегидусой, принять, да что ли? Отнести можно тебе, к арабам можно тебя отнести. Арбу Арбу вот, хотя قوما отнести его мегидусой, это же оболда. Оболда, арбу, я арбу о получается, я сюли о, там больше вариантов. Цепельчу, как пошла, он больше, что ночью еще, благодаря ночью очень, пока лезем, да, цаны, царюкти, был, Да. بوسو بالله تقوتن وانت قوت يعني يتجيك بر الله ماست بدون وانت خيط وش تحاول قوم نوفش قوم انت بيوخل تقوى مغير تاحو مغير تا مغير ثم وقت بيوخل قوم ديش خلش مصر وندديز مطة تليش تانش دي نوفش شو قوم دوهم داتيز نيخ ديون داتيلت نيخ زدري ديون دات سكرباك شش ايزو مقدري قدقيش نوفش قوم ديش ونسلاتش يقول دولا دات برتشا ادم دولشو Вот это военное, казахстане, военное время завоевания. Политик мою, она... Там свободен, вот она сумма завоевывает, держится, лела. Никогда лела, сама, где-то, цанига, хая канбуш. Зачем говорить вы завоевание? Вой хабаха, вой завоевание, что хашт хилла, да, да елк инхиятамс. وين يوشك دينير وين حقيا شو وين ليلو ديزك وين ليلو دينا وين يسوي وصول Султан по частям был, заходит по частям. Да, по частям, да. Главное, делах тишер, хада ли вين Аллах поймал. Делах самого делах тишер, вы что делать без них? Саадит, му делах тишер, асам 4-24 обалдешь был, делах тишер, хада лакса, хада нахсар, вين получается. Так, хатаган хаделах тишер, муду так. Нормальный, без всяких 4-24. Он Tanya Novchich und Sadiashik Erjon way Ish Dubachta way Damadati Borshasha Utisha Toto Tanlesh in Pasuti Hoteist Maui. Oui? Ateist, Toizan он куча атеист, укуза, Toizan атеист. Леха. Атеист — это человек, который знает, Дейлвати знает. Верит. Знает, или атеист. Дейлвати. Верит, это совсем другое дело. У тебя есть 3 варианта. Он идейл вуйха, яхун идейл вати, либо он цаха. Собор дохладуха, это че хвалится. И цаха уборщик, и категории, и ват схушвошил, суих и хун уйтах, вот и закретмус. Асам, хаари тишем башху хую. Ты за время кушаешь, выход без честь, он 100% дал выбор. Это хар, это знание. А тише это хаца какой-то надежда, ты что веришь, что вот ишт что дал свой ишт бош. Я хафал хатишем надежду просто цаату. Мекш ду бош. Разразно, он ишт там.
ислам есть бек хатишем, бац. Ислам утверждает, что делающим это разные вещи. أفهم إتيشم إيمن هنرش دول تعهد خلمك إذا خلمك بورصة بس كان تعدلهم إتنا تيشم أولا определенно كان جاتنا تيش والتجا إيه Это знание, да. знание أولا так حزناني ясно яти а просто Дело هنت знание, глупо что наглых ирландцев посмеялся Анталь. Представь, что мы хули ему хуй мечау, какие у него желания, что он сделает дальше, он поступит в будущем. Массом хуш мабует, что представь, что наглость яти, видите, что да, хартуном дело ночи no бог да сей это истина это гуш буан да, потому что дурацкую мысль, потому что ему нашили дурацкую мысль, что арабы идеологии войдинду. Что воится какой-то телецку, согласование, референдум, телецку, и сын босса, дурацкий, с детства чует там буркшу, цундели, юкцун и реакции, щихом типа защищать, шумет так цун. А как только он понимает, что щихом дати, то ему сразу становится абсолютно наплевать на это. Арбоши ду их ич. Это из чи? Не атеист. Атеист, атеист, дунья практически бац. Потому что человек, который утверждает, что он знает, что делает, что он знает, что делает, и что Вселенная создательный, он какой-то хозяин, симуляции, космический разум, и еще 100 тысяч разных идей, и дать Бог утверждает, что тогда атеисты фактически не существует. Это, кстати, это из Дошха придумать индухаем. Теист, иду сначала, то есть фашист Дошха, то есть сначала фашист был, так вот фашист бихал был, нах будет царь антифашист. То есть Бога против Бога. То есть сначала теист был, то есть сначала люди жили, ничем не парились, то есть просто дети выше А100 жили, короче, а это ищ, по умолчанию цанах какой-то. Цанюкается, жить еще бил, близят волнах, и шейн, короче, охотится им. Проблемно царь худи, короче, лирма будешь, потому что зубов даже, иша он даже нету. В основном люди раньше от этого умирают. Так, фантазии придумать. И молодежь иха ина свободила. И молодежь иха ина цахума эльшейн и хум качет, что авторитет и материально. Хум ценность ши хилита царя цахум что придумывают, то так ты ищешь, то есть они придумывают какую-то сущность, чтобы вот этих людей за собой вести и обманывать, контролировать. Это уже церковь, моя царь, гор, и на хао. Да, вот, он чучел, да, вот, церковь, я что, воскресенье, чахли, я шел, целая, да, шейтен, связать, ну, хаваги, некшу. Хотучи вара, он чучел пропаганду, хотучи цавара, пропаганда, телевизор, хошлат, контролируемый вас. Так, он ответит лишь полез. Какой клич говорю? Атеист, то есть против теистов, против дела верующих. И царь придумал этим термин. Она и делается ещё, потому что это придумали жрецы. Вот этот самый термин, чтобы налепить на этого. Да, он вообще хочет быть мягким. А самому не важно и материал, важно, как сегодня оно используется, по отношению к каким людям это используется, да? Каким там убежденным, по отношению людям, которые утверждают, что Бога нет. Да, вот это им важно, по сути. По отношению к людям, по отношению к людям, которые говорят, что не знают, используют термин агностик. Агностицизм. Да, хорошо. Все. Так, агностицизм. Это ехаться нам, короче, не знаю.
بيرد يحاس دركون بو اج كروتشي اس ايباتس الله سو انتي драконист هرو اس ساينسخا الله سو اجنوستيك هرو то есть он саинцаушник что ты мне Агностик, и дракон и третьей позиции, самой мудрой позиции, палка бьет шитаушник и захуш. Позиция мудрого наблюдателя. Позиция самого, что будет делать, сначала это разберемся. И что и дается его. И позиции. И царах о, да ищем Сун договор, я не знаю, с 20 лет агностик Уксуна. Агностики. То есть, да, хотя я да истоват, если по сути, да, да истоват. Сабахам Галдес, Умах. Но пока Уайльс нет изняться. Я сам как только будет информация, со мной свяжется Джибрил, я сразу стану мусульманином. А если буддизм, если интересовался буддизм, то автоматически я и этим. Автоматически перестеклиться. Часть связи, да, уже все, сахудахом дует. Если мы будем ждать связи, этой связи не дождались за 1000 лет никто. То есть мы должны признать, что мы обречены умереть, так и не поняв вообще никак, с никаким понятием, нулевым понятием о Боге, если так судить. Потому что... Деградация? Моду делов, сахетом, понятие. С тебя спроса не будет за то, что ты не фантазировал. Вы что, мне предлагали фантазировать? А что, ложь? И мацаба, Пантелик. Султа. А? Да, خذيتني درونا لدولك تعديت دوق حلقي خذت سونشتا زابيمر خلبوخين عش سن حلقة لو تجتشق ده كم بو جتيش يوتامو تيوان خاتم بوش جاجيريون وقتاديوش جير ألا لرغن داري إجاش سونبوشو آو مياتر ألقصو لرغن эти осметига Бога худу хайн цаху ог хайн цаги фек мадиц бо духарсте. Масала али шмер да султан. Лерган дариша хай кач да цариш лерган дара. Аш ди ау лерган хилтамбу. Сана ау лерган двух ау цан лерган да тиш тахарсте дүйца дүйцар. Масала дүйца га хайн хуш бошло хума ца хай балу бух бошло хум. Осметига إجاحن حلقة لو تشق داقن خلش داتي لرقن داتي درق أحمد الله أعليتشنا أعيد داتر أرسون جنيو آغو مياترتون لرقن أعد أعيد داتر Да, аз, например, иже сун халгал, то хун халгал садяли, например, аз бахви, иже иштер, ау лергин я дацер бош, аз хуй хакачинак и хабар. А ты как проверишь это? Сбодек дүйца дүйц. Жахлях, дүйц сумун халгал дия дүйц. Ты как решишь, верить мне не верить? Иже хун халгал дия дерла. Дерла, хун халгал садяли. Передо мной это все прошло. Масала, хозище, асхун халгал, тажавал. Тажачак доқи хун халгал, ютило вехват. Он жагири хуза султан адюечи. Гир ол. Осватр лергандари жач. Дацер ол. Кетио ситуация. Это кето. Нет, асам он масал мадали. Хоть типичный он, дац молваца сунца.
المثل سان كيجو أشوف بريمو مثل بدلك تا أحكي كيجو إيش مثلا داتي أعداء هيك المثل أنت أنا باري تسأل هاري حتى مثل أفتقيت أشوف تعالي أنا إستوريات يوتيوب أشوف مثل بديش مثل Ну и масса продолжение я лушту по сути согласен. Ну я резмо у вас больше продолжение я лушту. Изжи هذا حركة بدل Суна хо третье лицо, например. Все и хэт на гуаца сон халал диадалита. А ты третье лицо. Я доношу до тебя, что уже ищдер. И ты думаешь, как мне определить, правду он говорит или нет. Я спрашиваю, как ты определишь, вот из-за моей ситуации, важный момент, из-за это, кто как определяет. مثلا دعدوك شدواشم تسعمتا قصور حلقة وسبيسيالنا جد اخداقين اشت اسا ابيسات لنائي سواسو خات سونك الياس اشت دوال يوغا الي اتسامنا واسطوهن حلقة جد اخداق لما بار شا مودر الخاتي اسيو هون ساقينا انو اتنا واستين خائي نو اتنا واسطا ابياجي حتيوشي ليات هون جين داتي شوحا ابياجي на слова сдаются бя, тиеш или тиеш варианты. А скриетио синсоханте ошу. Ищ в сложной системе, если ты к этому идешь, скриетио, это без конца идет, эта цепочка, это может расширяться до бесконечности. Поэтому этот пример... Ну, конечно, в данный момент, данной ситуации, момент, ситуацию, Просто год бабек дють швуцахат звиш швацбош, да, ви чезасон, Ото диксагу цахатик дють швац. Да. Ama ata haziye ahazdik dють цадють. Тон халга Allah жачак дерпе. Да. Сан аву hala lada sonija. Hala lani umen bo asfir honja değil kuza. Değil bo. أصبح نرجع دري إجا داتر أرجع داتر بو مثلا حول أو نرجع هون بوشو أو نرجع يا تاتر داتر أو نرجع Да. شو أسا إتحن أو نرجع كتري عن دات وجيش أحد أحسب وفشك شو بوشو أو ما تاتر شو نرجع تبوغ داتر تدي عدو بكوش دوش Эти хохарцлиш буаца, ас определить, но хохарцлиш одам дуа. Эти аца бо шубушо бо أنا ولرجن غلش منطيلك أقا مداتي أنا ولرجن غلشي أدى زناش نتسلرجنا دات عقيت يلرجن سولاي يسلي أنا ولرجني أخ لرجن مدوي عقيت يا أقا تاني موش تكوي بريمير Prøvende er lænken du er højere ham bræt, hun tager sig. Lænken du er tager ham. Det er jo. Nu أسخارت Ну أسخارت لك تدوس بصوتي. تدوس. لænken du er حالت أخو. لænken der er لات أخو بخر والبونستو. أما شون بوشو أولرجن يا ترى لا شمت دعني سوشا حال حالت أخنيس غرور ترى هيك حاجة شاترنا أحبو دا دير همت شو إشتا ويتس بوك أصبح هو بدا صريحتي شويز وهمت شو ياز وهون هو حياز دينارس أرشتا صريحتي شويز ياز نجمو خاحوناش صريحتي شويز سلطة سوي صحيح صلاح خير صلاح تميز بو خدو سين لا ها دلع سلطة أحبار عديك نوعون عدقوا الدلع تعنا بريمير مو صدقوا تنتي مو لوتي سوفوش نوشلو صدقوا تنمو لوتي قاقنا ميسعمو لوتر داتي حطنا مو تيشا تيشا المودنا просто تيشا المودة دير واتس الله واتو تيشا المودة مودة محمد
الشرق أخوش دوت شون تاني حون خوش داتي هذا حون نقبلو تغحون. Ну, вот я скажу это. Ну, идеальный мир, я понял, что все 6-9 миллиардов мелдовой, 10 миллиардов, они все в идеальном мире не должны вообще никакого представления иметь о Боге, то есть безбожниками должны быть, потому что информации не было. هذا أسرق سقيتنا ده إتى آيات إتى هم ده اللي خليشيات بو أسرق. Как ты определил это? Ухилищу. Ты тогда мне же пример. Как ты это определил? Мудина Билгал. А просто те, что хамилуют. Что те, что и да, лишь яца, те, что самозала. Почему ты сейчас говоришь, что должны быть безбожниками? Моя совесть. Асам, в твоем идеальном мире Гиндостон, Цамбахали, Альпешвиш, Ватбария. Понтифик, Султан. Самосознание, оно не принимает это, да, Цинцуновчевую, оно не принимает это, Зудрия, Сура 4, аят 24, не может это принять. Нет, их это Зудри, Мару, боишь Зудрия, Хаизбеш, Беш, Лейш, Деш, Иш Духш, Иш Хаизбеш, моя не принимает это, со стержень мой Нохчи, да, Нохчи, не принимает это. Твоя не понимает, не принимает. Я ставлю на свое, на место этих, никого там он захватывал и дал добро там, и он да. И Дейлуй твой, Магин, да, царствому, Чадухса получается, не может он такое. Ярдегга Дюния, Куэрнаг, Хазал, Куэрнаг, не мог он такое дать добро и дамегер дуэль. Қиятса люғат, қоэцті асас онсо дикду, и тут вивадин идеал вацели, қита христианство, южукти динаду. То есть что, уже один, например, не издаться, а зачем ты остановился, бас? Ты же должен, например, да, диняхил так могу, по сути, большую часть жизни. И ты же должен, душа стремится туда, дейл познать, кепар. Да, христианский дино. Ага, это мне, у них, это их не по сакам дui, сон чудече, сакаман чудече, да кизду. Христианский дино, дейло, христиан. Например, собортой, это христианский. Соборня, цебяхтан, жютки, цебяхтан, сон, цай, будешь шайла, бориш. Айла, хочешь, ты принимай, если твое желание есть, принимай, что хочешь. Но сун чумадиатанс. Сакоман мадиатанс. Ердо делер дубох, чумадиатанс он. Somewhat. Ja, tronte au beriso. Somewhat за тронте. Ой, фетваш выдаватешь. Фетваш выдаватешь. Да, хартиш, но армасу хартия ишмаяти бортол. Холи диген харкам ауду дакан лева шölçe. Mesela diyorsun, düğüçe dudat, çudiya tüyüşüm de hayta buh borçça, işmadı borçu, ti çavuş aşol, вообще опасность bu. O da la, son iş duhiyet har. Nusa okun bak. Alu bukun bak, mesela tüyüşüm bu el atça aho. Эти айдарши навязывают, то нама. Иш дуар, иш тундат, сунцахиет хун. Боятся, ага, само, хай идея, ага, це продвигать. Асам, хажа, хун карина. Иш тешкуна. Ну, худшу маму, теш мабую. Нис ба худшун хум да, пантилик хуна ахмабо жабраил малик де ахтан масала. Соон та открыть тикца хум. И хайга дутур дуя. Хай чур дуин да давол руя. Игар дуакш.
Sen şu takıyorsun da onu dedi avnadan da geçiyor. Ana Ha, sonra nereden? geçiyor. Tam Onu onu koydu şu doğa. takıyorsun Pantelik. bırakmıyor. Khazin pantelik. آه. هيجيبها الملك على بريمير لا هيجا دوتر دو ثاني درجه تدسون دي نير يبخ ich herduşun herduşun el sanki te olş ayru hayçur düğün dahi olş maksimal da der zo her WhatsApp pantelik wa ha nacht yeşer bats es üç fantastik el at ayru a çina hu harjurdu حاجة أصلا حقوق بالور بوتان حقوق بالور حدوثة ستا إنا بلدان هما ايه داويدن داس خدا حوالين أرج لا ستا إنا بلدان داويدن حوالين أرج هتيش Короче, بوچنا хайка аду ту духа дуй, ты себе оставишь это, да? И хайтешем, короче, все это. Jim Bear dat, Jim Bear die, Jim Bear ik stenion вообще خبوت بيبوت دانيال بوت بوبيري إيش تشاجم حتى حاج إيش يا أخي استجندات هم كيف يا أخي تدعو أخشداكن آي دو ألغاتشويا يا أخي تدعو أخشداكن آي Hallo maar wel gaan. Van priroodi adamın bu dilinde weet je. Maar просто wordt daar beetje botak de emotie te doen dat soort zaken. Het doet dit toch weet je, maar ook zo ook bona zijn. Постоянно стремишься к инчо te doen. Sultan, a jeszcze point سياح صدق ودرا دو يا تومستاين يخلع جبرائيل ويابي أن يستحون ده بنتي اللي كان ده أي تيم ماشي بنتي اللي كان ده هو هون أبيسني تشون ها أحكر جبرائيل خوتر ده اسموخ ده تعدي يظهر موخ وبوخ جيت بيز استان поддержки онлайн. То сначала у него он должен выяснить, как он должен это распространять и как он должен. И также спросить должен, визит шунцаю аж, короче, а то получается с доказательством, что 100%, а еще с дошах пьешь, если сига фирмы, то есть прежде чем этим заниматься, и идея бог, что Джабраил Малик, то есть вопрос задать дизель мадох. Да, هو قال لفظه например فانتي اللي كان ابيسنيت مدينيته например حاجات اذا не صبر ديلا ايش история تو فانتي لكن هم ابيسنيت سدينا فانتي وعليك короче просто на слово хантиша тишина короче един даже лапсу значит получается حاجه هذا باخ شو ده هذا دي باخ هذا باخ قال например مو приводить до цели Джабраил инструкции цели يلا он гуш маят ساعه доказательствоش اهو اصبح بانتيلك هون بكوال تاع ادم دعوه يا جبران الملك كتناغن كيتا قول بريم المليون هون يوي باسيات اسا يعني ما ياتي ابو سلطان он год мадини. То есть этому человеку, понтифику, доказательства привели полные 100%. А другим ты хочешь не 100% доказательства. И не история? Так, كلام هو إذا بوت بيوكس например свидетель خلي понтелик هو إسلام كاتشوشة فوكس يزق متبع да? بوت بيوك تا مو сверхъестественно هم قالت понте ищете شا هر جيت أحسن على إيش تان например بوت مثلا جيت ميزي بوت بيوكس سلطان اللي избран понте اللي كي أكروجينا понте اللي سلطان сделай хатка تشوى مثلا جيت ميزي بوت بيوكس или только избранным понте اللي كي شفتان تعهم جيت تدوشوا شو تيش ده عشان دقنك بقضوا قال تقولي ناخبا أحقي بيعرج يدوّن بيقبل غاز جديري شو الأسبق ما بدي ده البربانس بيحكي مش تيشر ما بعد سرنا أني برودوجت نيتم مثلا جيت يزق تحديزي فوكس أو كده ده جبرائيل مالي جيت مكستات أصلا
будь не шпиха Гинай Масана, например, Гинай Масана. Но все равно. Уже несуществующая ситуация, я спорно Вообще, Пантелей. и в этом проблема, что и Цагина, понимаешь, что Сантаген Гейтен 100% доказательство, а у Каншиш с маслом, что вы на слова поверите. А зачем он 100% он говорит, что так ведь не смабатит, он пишем, ему легко поверить. Ему дали доказательства 100%, а тебе ни хрена не дали. Из тебя еще спрашивают, а он цатеша. А этот он цатеша, и Джабраиль Малик дал царь он цатеша. Тоже без доказательств. Не, из Бахват центр ламатуя без конца в дыру и ищем ждичи, ищ мыслить дичь. Бесконечно до цыга. Ищ бат, хажата харбош, ас и он. Хажа хорош, он. Это до бесконечности, да, дюде лёгок, ищ твельчу. Конец, я цыга, хиетё. Соответственно. И не часто схаем. И мы часто схаем. Киллер вопрос. Судя, соти, короче. Нагасан хопон 100% доказательство, что гейт не, хопон тешам калит. Печана гейт есть. Це гейт не, все, это баловол и врун. Даже у тебя есть нет вопрос, на который не получается ответить. Подожди, он так 100% на артешит, да? Ему персональный визит наносят. 100% Тесла. Допустим, Тесла, Пантеликен, Деан Джабраиль Малик Тат, из Пантелику Элих и Нахсу Атьешар Бат. Как и Пантелик. Нахсу Атьеш Бат, Элису дал на гейте тихо Джабраиль Малики. Да? А уже нет. А уже не существующий. Он дуется гейт на самом деле. Пример я привожу сейчас. Все равно в тупик это приводит. Зачем пример, который к нам не относится? Он дальше и условия выполнены маяти, массангейтом я бояти. Массангейтом не дать компьютер, например. Да, Тесла, киеца, губа. Мы можем до бесконечности. Вообще до бесконечности спорить договору, потому что ты придумываешь не осуществившуюся ситуацию, и на базе этой не осуществившейся, следующие не осуществившейся. Мы уже можем так бесконечность. Вообще соответственно там, где не осуществилось это, понимаешь? Нет, я согласен, Тесла. То есть в идеальной ситуации каждому поколению отдельно надо это показывать, доказательства. Я правильно понял, чтобы это продолжилось? Да. Раз ты соблюдая условия равенства, первый чинаиш говорит не, то есть и всем остальным точно так же. То есть каждое поколение, кто рождается дальше, чтобы они продолжали персонально цанни говорит не, цанни $100 000 дали, то будь добр, нас сам $100 000 дал. Третье, и не говори, что $100 000 дали, а вы хрен сосите, лишь моя. Понимаешь? То есть это уже сверхъестественный долчар. Понятие, да, вахтсон, массан гейта, да, представление. Сверхъестественное понятие, он моя, да, к нему что, несправедливо обошлись с ним или что? Это потому, что только ему показали, поэтому для него понятие сверхъестественного осталось там, Тесла. Вот, цун показать, и на цун доказательство, что а остальным говорят, вот этому человеку на слово поверь, и даже не говорят, потому что этот человек говорит, что всем, то есть тут тебе 100% доки, а там тебе октагошин, откуда я знаю, пич-бычуати. То есть нет, а он 100% доки имеет, и в районе Чуиз оказывается, та проблема, и вот что 100% гейт надо доказать, гейт где он такой же, как и я был, такой же там мушрик был, и мушрик был, 100% гейта, и рай доставить вина, а суна хрен бах. Да, я понял, но мы идем к тому, что все равно, чтобы человек верил, ему надо в идеале каждому человеку в каждом поколении это все показывать. Я понял? Туннель, да? 124 тысячи поэсмара, бла-бла-бла, и прочее. Потому что логически, пал культига. Мухаммед, сунц не смазал. Мухаммеду, оказывается, первый бизнес-класс, и доставка бесплатная. Я с пешком. Харцу мою.
Да, бизнес, хоть он после него бахмеш бисинял, ламаца дисин будет бусол диня, я охо бахам битинцу. том, что тун точно 100% ислам бахду доказательства штейтна, то есть тун тешем основывается на доказательствах, а хат Да. тешем не на доказательствах должен основываться, оказывается, а на чем? На Не на пророке, каких-то как и, да, как и за все время, тысячи лет, как были пророки, да, это всего лишь продолжение, но это конечная инстанция, то есть конечный пророк, Уит Яхар, алейхиссалату вассалам. Все. То есть, если взять такую цепочку, то там можно зацепиться за это при желании. Согласен? То есть, если взять тысячелетием, да, всех пророков библейских, там, о чем и в Коране говорится, там, и в Библии говорится, и в Талмуде, там, то есть, там же, согласитесь, есть, если же реально Короче, логику попытаться Султан. найти там. А. Султан, система пророков изначально порочная. Да, пророк, чтобы людям что-то сообщить. А почему? Да, зачем? Ему нужно спускаться, да? Не, ограничивают унуага. Его желание, он так решил, это не более, чем его решил. Что он так решил, эллевает. Вот видишь, одно эллевает, что он так решил, по-другому, по-другому, да, дайте, короче, он говорит, вот по-глупому эллахсу, и что избранный, а вам придется на слово мне поверить, Бог, короче. Как одному визитеру точно так же ко всем должен был. Идеально нахрен помощь мухвал. Сантино чувахан отстегн массу дa'я, короче, дa'ула мухан, дa'уат валу. Ну, в основном так и делается. Ты должен каждому персонально в дом заходить и сам, вот тебе 3 килограмма масла, не знаю, сахара, он дa'я леза. Понял? Это называется по справедливости. Ну, я максимум могу потом проверить. Раздал он это. Сберен чадо, я да, Султан, сберен, жинч, сберен, чадо, я да. حد انتوني دبيت مطر كيش دا تبي روبشة تعمل اتشين بقعد نجيب بنتراكشن يا دوبشونجا ميشر دال يا دي انتوني يا Dal bacht be dünyada dol fena bu suldur sandeler diye sandeler Juchtdag das dans tat niks gooit het aan guldag sadag is شيخية شيخ ديك دو قد موتر ان شباب ما شاء الله سون جبرائيل ملايك دين شو الا اسفيك بوغ ارشا دعورو شاتيش الويس دوتشو Ja, hoe doe je het? أصدقائي لي حاجة نقدوك دول. مو دوت, hoe doet? Какой русло дует, дует? Масала сунахом, царгатый дисноват. Янахан мостро лили нават, я хытлян гамон, да, пишел, что масала сун. Ахсун, да, царнахом, каждый дисноват, цада, что-то он война, поймер арбовер, что-то он тяхан арбу. Хотишь руйсва. Если арбо, поймер арбо варяли, мубара, цакица. Поймер сун война, тан. So işte ara var, sürekli payamur, ha dakaç diye herleşik, so da vurur, so yeşil vuruyor. Тебе 40 лет, например, да, и يخبر قاعدش لي غير على القناة خنقع حبوش يعني خرج تديتو شين بين تيشم شيك تيش مي دلهم لردتو اتش دي دياس يا وولف واتي ال ايش تيو قد عيغن تق
скорее тише русло, чем цатиешь, например, первый впечатление, скорее всего, тише русло. Ой, Да, как ты мог принять это? Как ты можешь принять это? Зудри, не, их ешь, боешь, нах, изобешь, зудри, изобешь, беш, лейш, беш. не, это я потом анализирую. Вообще, в целом, сразу тут и рволуш, молодец, это. А посланник уэл волуш вор пантели. Он сначала начинает, что он посланник, это. И что волуш вор. Конечно, тогда ты пайгамбар хилла вад, да, Султан, Султан, хатта А? бон. Вот посланник вас, ахмаба, что репутацию, что нахни эллецу. انت هو احسن اخوات هو حون جيتنا سون جيت das убедительно da حون جيتن хрича сун он тагоит so вышел или да почему حون جيت сун он тагоит مثلا جيت لسه حون جيت مثلا кто ты такой, иду, например, сюда, хажа хобудина. Всем привет! Сейчас вы услышите краткий пересказ фильма. Сюжет основан на это реальных событиях. более справедливо, чем окружение, гайта, ну, уха, гайта, ты говоришь, а что, цули общий, Массан гейт, видишь, Массан гайта, мечте, как ты это представишь? Это вообще... Один киллер аргумент расскажу, и Массан гейта, палку лицу нас, да, бьются. и гейчи, цагулонцуна, дикнига, почему? Хажал? Да, уже, короче, я весь швац, и я люблю швац, я вообще, короче, в общем, был швац, сахуль, и, короче. То есть, тахтаги поручить, разбирайся ты, короче, но, согласно этому же учению, о страшной суде вообще, дал персонально хочу. Сега уже посредник считает, хочет какой-то, он лично тебя спрашивает, почему ты в ислам не верил, чтобы определить тебе жизнь, ты нравилось идти. То есть лично хочет страшный суд. Так лично хочет, должно быть, что лично худи алак мадезицу. Это разве не логично? Лично хочешь, бая? Да, если ты спрашиваешь, например, Эрду Асфиг, допустим, Асун Кирвена, Асун, я не знаю, Гали Картол, он целый هو أحفظ مثلا إيه قال لي كتب أسير ها أحفظ سألير إنه حصلت عقد زور ده شيء زي 3 كيلومتر عش تعربوا موت سو إشتري نيرش تكتو شو أرجع أحفظ ليش هو قال سأل هو проблемы الحاجة я вообще я не смогу ему дать ответ, понимаешь? Ну, если у меня есть время, оказывается, хаттерди у меня, оказывается, есть время, а сказать до того, как это довести до этого страшного суда, до этого, до всего, оказывается, у меня времени нету или чего-то мне не хватает. Да, если взять банальное, прямое такое мышление обычного человека, ну, банальное возьмем, банальное мышление, то, конечно, так, не стало, так сказать, то есть простой, самый банальный поведение, да, и это слишком банально, конечно, это банально, самый банальный подход мой, и по сути, Бог, суна, я говорю, что лично, что лично говорит, Бог, это абсолютно банальный подход. Олица на это, простой подход. Слишком очевидно. Шо Осмахама дал Вила, Царет, Эва, Царет. Я чул Юш, Царет, Шун лично. Аз Дегбам Бинок, например. От Аллах Андиос. От Шункшан Аллах, Шунк Аллах, Шук, Мунца Аллах, Бохос. И сам Палматера, что еще как умолите. Пантелик. Ну, как аз Дегбам Бинок, Аллах, Бах, например, да. Шук Цапаки дал свой, Шунк Цапаки свой.
Пантелик, Аллах бахвета, киболла ищи. Худинаш борша, юх метр, пайгмар вахчун. Хуна и гайти цена цагойча. Ты можешь сразу Ты что, сказать, мы сами а? А ты можешь только одно сказать, мы сами Ты не можешь в своем одном лице говорить. Ты можешь только сказать, Мак, не можешь, потому что он сам говорит, это справедливо это. Он сам поет, Пантелик, сам поет, а второй хилушу. Я тоже хочу знать, ба. Я тоже. Ты не говоришь, все должны знать. И Пайгамбар, это он избранный, например, Всевышний. Он избранный. А ты можешь также сказать, Шавек Хундуат, Пайгамбар. Шавек Хундуат. Ага, именно, он тхульфор, например. Это эгоизм называется. Понятно. И просто... Пьется. Банальный эгоизм. Это эгоизм. Не, банальный эгоизм. Банальный эгоизм. Люди банально, а Бог, да, это банально любой человек. Это элементарный эгоизм. Да. Саба, Чунг Аллаху, Аллаху, Ацун Джабраилу, Аллаху, Султан, захарта дайта. Инцу милу Аллаху Джабраил дайт нахуцун милу Мухаммед, Джабраил дайт. Он дайт инцу и то есть зачем он это сделал? Чтобы доказать, что тот имел, что вот что есть, да, то есть да, вы хоичла дайтен, ну ходой. Тесла, Аллах, в случае с этим Мухаммедом, понимает, что бла-бла-бла тут не пройдет, надо, короче, ему послать визитера, и что твердо, чтобы он доказательство имел, и штибем гулхольштадт. На бла-бла тот не выпадается. Он дальше, до этого хилбол, плейхмарши, бла-бла. Мухаммед этим не стал этим. Правильно верующим. Я понял твою. Ну, давай завтра продолжим до 12. Если после этого хочу зудри базар, и завтра продолжим, хорошо? В это же время, пока этот черт знает, кто не будет вмешиваться, хорошо? В это связи, думаю. Подводный камень, продолжим. На каждом шагу там. Если его включат, тут базар, зудри базар. Давай это, гадики. Машвал, Халиф. وهر اعترف شو ناحية وطمشات عشان تدتي وتاني شو سويتش زدر المديون زي تندوي نوكا وتياحتي وصبر شو مياك تعلق تحتاج شو باي مرتا وتاج وتاني تاجي وتي والدنيا انا عقول تشبك شو باي مر وبشي نوخش نوع عيد تاجي اثر وبلودك اثر امر اذا شيشات يا شو بلودك شو تولد عيلهم Čo jelhaju, daju je kotmas. Tu dām daudz rāmā, просто ich jelhšliela rukšu, ich edliela rukšu. Žēlki, ich sūšistovāne jāču pituhiš, Allahi kotmas, šo ich jelhš, dunia čak daudz, ich униженном состоянии рукшу, ich униженное, опущенное. Ja, Herr Joe, schon dutzend Bockdolstadt, Skida, zum Herr Lilstadt, der Borgerstadt, jetzt eine Uchne, jetzt die Waka, вообще за Курбицер, Буцу,
элементарно хомутчудан. Ты спорт может погонить, не заблуждайся. То войне славушки, то еще иди. Конечно, это не такой уровень, как у Бамбы, но тоже весьма занимательный. То есть врачный. Тесла, Маша думала, до какого-то уровня, дайте день застрянет, торгуя, он дальше не развивается. И он специально останавливается. Хочет развиваться чем сам пошло, и все, мне этого хватает. Всегда застрять не торгует. Нет, или он полностью неверующий. Неверующий. Атеистует полностью, ща. Соответственно, да, я не знаю, может быть, сон гуштега просто от бунчур и дискуссия шьят, диасия, цацрас, крещани, диаха, хумацауш полнацани, дискуссировать дин, словарный запас юцунга, и смысл штуцун, левош, да, муоцуно, сподручный щит, смысл щит, пример щит. Хум штуцун левош. Вы цабо ловушку лацишь, тогда думать именно исходя от бунчуадег. Или же он полностью сам ничего не верующий, что полностью. Дин специализируется, держу на этом лац, Дин ху шуи. Чебец у нас тишь Цхан хумна, шадут, цхан хумна тия швацхе. Цхан хумна шадут, чуна тия швацхе. Не хуш мауи. Тür шука, тür нашду, нахане тür нашду, чне оша мездет, жулелио, шхачелио. Дин дой шуи, це дой забош, а лошадь. Мел дешнак притчера, дешнак хауой. Соин тебе дюшу, а ти со хыжир только чеха кануол маулы, хаучвошен. Да потом выясняется, деша ты خذ عقاج تعال دين غوشتا غولش اوجو عقاج там миск шхул. Да. Ну, всем здравствуйте. Маршал Дума. Я вот хотел продолжить разговор. За научный канал, мы рады, что заговоры, КДГ, всемирные заговоры, все улара, его шваться. Маршала. Этот русский что тут забыл, интересно? У вас русских общин нет? У вас же русская община есть. Русские националисты. Иди там, короче, базар свое дерьмо вот это, по ушам там будешь ездить. Тут ты по ушам не проехать тебе не дадут русские. Иди, Вася, гуляй. Да, там, вы попросили, говорит, наш город спустить, Бош. Авианс, я вам там. Вы попросили, мы вам помогли, с горы спустили вас, Бош. Да, отдельно. Да. Леха, досыта накормили, отдельно. Я були в лапте. Да. Люди в 19 веке с блохами ходили, с кулак, с блохами ходили в норах. И деталь, и ходили, деталь. Они сами, Пушкин про них пишет, они же на деревьях там. В земле копали, в земле жили. Нас сейчас будут учить, короче. Привет, избушка, повернись к лесу задом, ко мне передом, болбелишь, и скажешь, да, не скажешь, шукар, и жизнь, а это самодой, эти сказки взяты из жизни. Иван Дурачок, который на печи спит. Да, на печи спит Иван Дурачок. А это потом уже Иван Дурачок. Они вообще на деревьях жили, но собирательством занимались, жили на деревьях. Романтично это. Что-то вы слушать не умеете, по-моему. Я вам факты привести хочу, а вы что-то... Давай я тебе факты вчера привел. Нет, подожди, вчера...
ничем не Давайте обосновано по было, фактам. абсолютно сказал. Ты ничем не Давай, обосновано. факт номер один, твоя очередь, факт номер один, все слушаем. Давайте I'm начнем all с того, что вы действительно, ну не вы, а ваши предки в свое время, во время завоеваний, в том числе монгольских, вы ушли в горы жить. Вы согласитесь, что это было? Так, ответ можно теперь? Что? Можно ответ? Можно ответ Да, теперь? Конечно, конечно. Как ты думаешь, сколько нужно времени, чтобы, например, из Чешков или дачи Борзое, например, это уже как бы предгорное место, попасть, например, в Грозный? Сколько пути? Пешком. Я, к сожалению, не могу на этот вопрос ответить, потому Хорошо, что я не тебе знаком с географией. отвечу. Я тебе отвечу. 4-5 часов пешком. Так. То есть мы никуда не спускались, потому что просто у нас территория маленькая, и там, короче, когда ты говоришь, монголы проходят, он где-то там, когда монголы уходят, там мгновенно все обратно возвращается на круги своя. Мгм. Ну, давайте тогда сделаем так. Вы согласны, что Кавказская война – это продолжение русско-турецких войн? Нет, во-первых, отвечаю тебе, во-первых, нет никакой Кавказской войны, а была русско-чеченская война 19 века. То есть там никаких, вот в этой войне, это когда ты читаешь вот эти все воспоминания Лермонтова, там вот воспоминания Ермолова, вот, они воюют с чеченцами в Большой и Малой Чечне. Почему эта война называется Кавказской? Какие еще кавказские? Непонятно, кто с кем воюет. Например, есть германско-советская война, русско-украинская война, советско-афганская война. И тут внезапно Кавказская война. Что это значит? Кто с кем воюет в Кавказской войне? Это была намеренно его как-то воевать с чеченцами. Не, как-то воевать с чеченцами западло, понимаешь, что такая империя там долго воюет с чеченцами. Поэтому называть это, как и полагалось называть, русско-чеченская война. Русско-чеченская, хорошо. Или Соглашусь, российско-чеченская. Будет правильно, хорошо. будет российско-чеченская, да. Я соглашусь, я соглашусь. Предпосылки к этой войне какие были? Расширение империи. То есть, когда Персидская империя ослабела, то вот эти территории... Османская империя, поправляю. Не, подожди. Азербайджан, Грузия, Картлы, Кахети, это были на тот момент уже персидские территории. То есть персы и с арабами, во-первых, за эти территории рубились. Изначально это были их территории, захваченные колонии, потом арабы у них отняли, потом персы снова вернули, потом пришли тюрки, короче, и отняли часть. Потом в тот момент, когда пришла Россия, персы были опять-таки нападены, отняли обратно свои территории, они уже там лет 200 были все еще персидские. То есть Российская империя отобрала эти территории у Персии, нынешнего Ирана, а не у Турции. Вот это путешествие, можешь почитать пушкинское вот это путешествие Эрзерум, или как там он называется. То есть Азербайджан, вот это Картли, Кахети, они России были отобраны, то есть нынешняя часть Грузии были отобраны у Персии, а вовсе не у тюрков. Хорошо, давайте возьмем возьмем Персидскую империю. То есть надо понимать, что Персидская империя хотела завоевать Кавказ, имела свои интересы, а в свое время Российская империя отстаивала свои интересы на юге. Верно? То есть она обороняла свои границы. Почему отстаивала интересы? Почему название отстаивала? Леха, да, не руби спор. У нас нормальный, спокойный диалог и спор. Вернее, дискуссия. Во-первых, вот эта Персидская империя, она, по-моему, 2000 лет практически, если еще ассирийцев туда прибавить, она еще больше, пыталась захватить Кавказ, вот это пространство между двумя морями, чтобы выйти на плоскость, и дальше там можно уже Украина, Европа, то есть как и полагается Европа. Но на тот момент, именно во времена России, именно Персидская империя давно выдохлась. Там, то есть чеченцы от Персидской империи отбивались на протяжении почти 1500 лет и в конце концов успешно отбились. То есть Персидская империя не смогла захватить большую и малую Чечню, скажем так, вот все это пространство от побережья Каспийского моря, где сейчас дагестанцы, и до, скажем так, горной части Грузии,
вот это пространство, вот это ни тюркская империя, ни персидская не смогли захватить. В течение многих столетий пытались. Они захватили побережье Черного моря, образовали вот эти сателлитные провинции. Армении держали в течение многих очень, тоже их сателлитная провинция. Но вот эту часть они не смогли захватить. То есть русские, когда пришли на Кавказ, они, естественно, конкурировали с персами за то, чтобы вот эту Каспию, Кахетию и Армению себе забрать, Азербайджан тоже при случае. Но в случае с чеченцами, скажем так, они ни с кем не конкурировали, потому что ни с какой империей не конкурировали, потому что чеченцы не пустили персов наоборот. Если бы чеченцев не было, персы хлынули бы на равнину, и, скорее всего, современная Россия представляла собой не нечто другое, чем она сейчас есть. Точно так же и арабы, точно так же и тюрки, которых точно так же чеченцы сдерживали. Сельджуки, тюрки, например. То есть чеченцы из 4 империй, вот находясь в этом месте, они ухитрились до прихода русских отстоять свою независимость, скажем так. Ну, потом вам в конце был навязан имамат, кавказский имамат, верно? Нет, нам ничего не навязано. Когда пришла Россия, она пришла туда вовсе не до каких-то добрых дел или границ каких-то. Это логика империи. Империя ведет завоевательские войны и пытается расшириться. Это ее такое неотъемлемое качество. И Российская империя, естественно, пришла на Кавказ, чтобы у Персии из Турции или Отtomанской порты конкурировать за это место. И тут они сначала планировали очень быстро пройти вот это место, которые персы пытались веками пройти, никак не могли. И думали, что сейчас они схватятся с Персией, захватят Персию, пойдут дальше в Индию, короче, и будут с англичанами конкурировать за поставки чая, только сухопутным путем. Но получилось так, что вот они наткнулись опять-таки, как и с персами, они очень долго, в течение десятилетий, им пришлось с чеченцами возиться. И план по захвату вот этого Персии, ее там сокровищ, провалился. Частично удался, потому что Азербайджан – это персидская провинция, захваченная ими, отобранная в результате, по-моему, Карского мира, подписания Карского мира. И вот так возились с чеченцами. И война на момент вот этого самого лазутчика имама Шамиля, война уже шла вовсю. То есть война с русскими, или с Российской империей, российско-чеченская война 19 века началась не с имама Шамиля. Имам Шамиль был просто там некой такой мулой, пикать человеком, который чеченцы были на тот момент только, скажем, процентов на 50, на 60 только были мусульмане. Остальные были там разные, и христиане были, и язычники были, и вообще пофигисты были, и такие гибридные тоже были от этой гибридной религии, скажем так, и свою религию, и христианство уважали, и некоторых святых христианских почитали на тот момент. Вот с приходом имама Шамиля, вот в этом Урус-Мартане, его там они сделали, каким-то объявили лидером, и вот началась такая фаза исламизации, скажем так, вот этих самых территорий. Горных чеченцев выдавливали в Грузию и прочее. Ну вот тогда действительно напрашивается такой вопрос, почему тогда, например, русские, да, не конфликтуют с татарами, хотя татары считаются второй городообразующий народом, да, по численности населения? Давай отвечу тебе. Вот именно в Кавказ. Ты вообще слышал, какую резню устроил вот этот Иван Грозный, когда Казань захватили? Там даже какое-то выражение, по-моему, есть, детей там убивали с какого-то этого роста. То есть там была страшная резня. Татар просто такие сожрали, и все. Сожрали и ассимилировали, и они как бы оказались глубоко внутри империи. Как что они там могут делать? Харакири себе делать? Им какая-то граница нужна, как афганцам, например, или каким-то другим государствам, чтобы... И они, кстати, Татарстан, например, если бы у него была какая-то граница, и он был расположен где-то как Казахстан, там, Таджикистан или там Азербайджан, то они тоже, наверное, союзной республикой стали бы, еще были бы сейчас отдельным государством, но им не повезло оказаться в глубине, с такой огромным населением, оказаться в глубине империи. Они, кстати, проводили референдум и проголосовали за свой суверенитет и государственную независимость. Им потом этот референдум как бы... Я знаю, это я знаю.
Просто Тогда зачем ты когда... спрашиваешь? Это очевидные вещи. Нет, когда отделились 15 республик, да, бывшего Советского Союза, дело в том, что на момент 30 какого-то года, да, Чеченская ССР, Ингушская ССР, по-моему, была Ингушская раньше, да, ССР, а потом поделили, возможно, я заблуждаюсь, Татарстан, Тыва, ну и нынешние, которые земли входят в состав России, они уже находились в ее составе до 30 какого-то Ты года. немножко, подожди, я тебе справку просто дам, ты ошибаешься по поводу Тувы. Тувы после Второй мировой, вернее, во время Второй мировой войны оккупировали. Да-да-да. То есть она была отдельным государством, и ее оккупировали, по-моему, после Второй мировой войны или к концу ближе, я точно не помню, надо посмотреть. То есть не в 30-е годы. Да, тут я точно немножко ошибся, есть такое. Но республикам дали именно независимость тем, которые вот после, в 30-х годах, да, присоединились. Они, по-моему, на подданство царя ходили все, добровольно вошли, а потом после распада. Но дело в том, что Чечено-Ингушская ССР... Давай я тебя поправлю. Давай я тебя опять поправлю. Союзные республики дали не по каким-то там лекалам, какой-то по принципу. То есть была какая-то инструкция вот этим ребятам дать союзные республики, вот этим 6-2 автономии, там, округи. Это не так было. Во-первых, вот эта большевистская банда с Лениным, потом и со Дугашвили, Сталиным, там было как, короче. Например, у казахов были свои революционеры в этом составе этого большевистского лагеря. И у азербайджанцев были свои революционеры, у грузин были свои революционеры в составе. То есть у кого на тот момент оказалось такое большевистское лобби национальное, они пролоббировали для себя союзное государство. А у кого большевистского лобби не оказалось, как у чеченцев, к примеру, в составе вот этой большевистской банды, они, естественно, их записали так, как хотели там русские, не знаю, грузины, кто там угодно. То есть, грубо говоря, вот это деление, оно не по каким-то этим инструкциям или по каким-то, я не знаю, сделанным исследованием, вот этим можно с СССР быть союзным, этим нельзя. Просто у них оказалось большевистское блок. То есть свои люди, то есть азербайджанцы большевики были, они для своего Азербайджана пролоббировали союзную республику. Были вот эти, они пролоббировали, то вот так это происходило. То есть по велению каких-то людей, их лобби, а вовсе не по каким-то деталям. Но я не знаю тут, потому что когда вообще люди, когда выходили, было больше половины, большая часть была против распада Союза. Это факт. То есть Даже против распада СССР. Да. И Дудаев даже был против распада СССР. Говорил, что в новом формате мы готовы союзной республикой присоединиться к СССР. Но Ельцин и вот этот, кто там был, Кравчук, там еще кто был, они собрались и трое решили за все 15 республик. Шушкевич, Кравчук, да, Шушкевич, Кравчук и Ельцин. Да, суть в том, что я не знаю, откуда вот у меня все вообще от Османской империи идет, такое понимание. Я читал, то есть разные источники, то есть исторические, документальные, и все-таки, что вообще все, если брать с корнян, первая русско-турецкая война началась, вот когда Османская империя была, которая приблизилась к западной части Украины, а с этой стороны была Россия. И вот именно где казаки были, и казаки как поддерживали турки, именно их хотели завоевать. И вот первая война... Как тебя зовут, точка? Вот эти русско-турецкие войны, они во-первых, за Крым, Босфор и Дарданеллы, которые хотели очень контролировать российские императоры и императрицы, короче. Вот за это велись. А вот этот Кавказ, это чисто персидская история. То есть Российская империя, да, она и с турками, конечно, воевала на Кавказе, но вот этот Азербайджан, вот эти Дагестан, вот все эти территории, они отобраны именно у Персии.
То есть и ты можешь просто это погуглить, короче. От кого Азербайджан, не от турков отбирали Азербайджан, Российская империя, а у персов, у Персидской империи. И Картли, и Кахети, вот эта нынешняя Грузия, частью, вернее, это тоже управлялись персидскими валиями, и они именно у Персии отбирали эти территории. А вот эти русские, турецкие бесконечные войны на Черном море, за Босфор, Дарданеллы, за Балканы, за Крым, за прочее, это уже совсем другая история. На Кавказе Россия отбирала территории у персов, у иранцев нынешних, в основном. Царская империя, получается. Сейчас я смотрю про нее по картам. Она на Кавказе больше 2000 лет. То есть она больше 2000 лет там. Чеченцы, у нас много, кстати, есть и персидские термины, есть, мы хорошо их знали, и их на короткое время сменили арабы, потом вот эти тюркские кочевники, потом раз снова все вернулось обратно, снова персы как бы немножко поднялись и свои вот эти кавказские колонии снова взяли под контроль, вот, что мы сейчас называем Грузией, Арменией и так далее, Азербайджан. Ну, я понял. В моем понимании все-таки чеченцы оказались в таком географически невыгодном положении, где вот именно шло Абсолютно. противостояние двух империй. Никто с тобой спорит. Вот именно Кавказ. Проход между двумя варями интересовал все империи. И чеченцы ухитрились до прихода русских никому не отдать. Хотя они теряли территории, конечно, там скукожи, нахские племена занимали очень большую площадь поначалу. Там до самой вот этой границы Турции. Топоника, нахская топономика есть. То есть Персидская империя, сначала ассирийцы хуритов изгнали, потом Ассирийская империя дала дуба. И, кстати, Ассирийская империя – это первая империя, которая зафиксирована. То есть она ведет захватнические войны и прочее и так далее, как классическая ведет себя. Ее сменила Персидская империя, и чеченцы в этой бесконечной войне с персами, потом с арабами, потом с тюрками. То есть последняя война с тюркским вторжением у чеченцев – это 1733 год. Это и после смерти Петра Первого. Да, ну та же самая первая, как назовем ее чеченско-русская война в 814, правильно? Когда наполеоновские войны были еще в те времена. Да, вот Наполеон, когда был... Чеченцы не только оказались на стыке, но еще оказались очень свободолюбивыми. Да. Ну, это понятно, это понятно. Это не допускают они. Структура общества не позволяла. Если бы у нас был какой-то царь или, не знаю, монарх, то да, тогда, скорее всего, мы тоже, как грузины, сателлитным каким-то государством перебились бы. А так, поскольку мы придерживались там совершенно своего какого-то строя, основанного на общинных каких-то этих делениях, у нас только во время войны выбирался какой-то предводитель, выдвигался. Вот имам Шамиль, это вот как бы последний вот такого типа чеченца. Вот в Римской республике, вот, кстати, похожие параллели есть по управлению. В Римской республике это как бы первая республика, там старейшины, совет старейшин, совет старейшин и так далее, так далее. Но когда Римская республика ведет войну, она выбирает какого-то одного человека, чтобы дать, потому что вот этот консенсус между многочисленными партиями, между советом старейшин, он не позволит тебе эффективно вести войну. И понимая это, они учредили должность так называемого диктатора. То есть диктатор – это в те времена положительная вещь. Это сейчас у нас он негативный, приобрел негативный. А вот тогда диктатор – это как бы временно поставленный человек, потому что военное, единоначалие военное, оно просто необходимо, если хочешь войну выиграть. И чеченцы точно так же поступали. То есть на время войны выдвигался какой-то предводитель, некий диктатор, скажем так, и после войны он убирался. В Риме вот так продолжалось, диктатор, снова сенат, до диктатора, но в какой-то момент там вот этот Юлий Цезарь, он взял и эту систему поломал. Тираном-узурпатором, скажем так, или императором сейчас это называют.
То есть у чеченцев все одно только на военное время слаживался союз, потом заканчивалось вот это вторжение, они снова рассыпались на свои эти домены, скажем так, тейповые, тупумные и прочие, рассыпались. Но очень эффективно сопротивлялись, потому что сдерживать огромную империю, которая вот даже вот и Римская империя конкурировала в течение почти, скажем так, 1500 лет, это значит, что были хорошо организованные, многочисленные. То есть вот эти находки недавно сделали, русские их забрали опять. Они показывают, что развитая вот эта была система была. Вот такой вопрос. А почему такое бытует мнение, и кто-то его придерживается? Я полностью с ним не согласен, что вот эти все 1000 с чем-то мечетей в Чечне строятся за счет России. Я уверен, что Не строится за счет России, а строится Россия. Я не соглашусь, нет, вообще не соглашусь. Подожди. Во-первых, люди из своего кармана не будут строить, например, мечеть вот в этом Маргуне, которая недавно была построена, там какие-то мраморные полы, чего-то там такое, супер люстры, то есть там то ли 400 миллионов долларов, то ли 200 миллионов долларов, это мечеть стоит, там все население можно Аргуна туда уместить. То есть вот эти, ты знаешь, что люди вообще жадные, они не будут из своего кармана на это дело такие бабки бухливать. То есть все это делается за счет федерального бюджета. Так, согласен? Нет, я не согласен. Я согласен с тем, и моя точка зрения, что это строят все непосредственно арабские страны. Только за их счет это все строится. Ни о каком Пускай построится за счет федерального бюджета 5-10 мечетей, но точно 10% построят вливания арабских денег. Да, давай эти арабские деньги тоже, кстати, арабы тоже жадные люди. Арабы. Вот насчет этого я могу сказать. Небольшой пример. Когда вот случилась вот эта вторая война, вторая кампания, русско-российская, чеченская, скажем так, в Ингушетии много беженцев было, и какие-то благотворительные организации, саудовская там была, она организовала один лагерь, какой-то части чеченцев, и собиралась их, вот этих людей в палатках какое-то время кормить и выделять им деньги. То есть там на семью сколько, там 100 баксов, 200 баксов, в общем, чтобы они кушать могли купить. И какое же было для тебя, наверное, удивление, что им это сделать не дали. То есть деньги забирала Москва, а вот беженцам выдавала какие-то продукты там из бывших военных запасов, там какие-то низкого качества муку. То есть прямо деньги давать саудитам запретила. Поэтому, когда в Чечне что-то происходит, короче, это идет через Москву. И московские банки, московское разрешение. То есть в Чечне нету никаких самостоятельных финансовых институтов, таможни или чего-то, чтобы делать все это в обход Москвы. То есть если это арабские деньги... Деньги-то, они, конечно, могут быть чеченскими, потому что там нефть выкачивают же день и ночь. Но они как бы из русского бюджета потом опять назад поступают. Я логики не вижу. Смотрите, русские строят мечети для того, чтобы чеченцы ходили в них и потом ехали в Аравию, отдавали бабки, чтобы вокруг этого камня побегать. Логики я не вижу никакой, ребят. Логика очень хорошая есть. Это религия вообще. В чем смысл религии? Ты можешь, например, любой религии. Деньги и влияние. Нет, контроль толпы. Согласен? Ну вот, да, деньги, влияние. Контроль толпы, да. И ты мне хочешь сказать, что Москва или Кремль не хочет контролировать чеченскую толпу? Конечно, хотят. И самый эффективный способ это через религию, через ислам. Ислам значит покорность. Ты знаешь это? Слово да ислам. Я как покорность, да. И чтобы чеченцы были покорными, что им нужно делать? Втюхивать ислам как можно больше этих количеств. Все сходится. А почему не православие втюхать? Именно ислам, чтобы потом были террористы, чтобы воевать с ними. Зачем? Да, мне кажется, ислам даже не это более, людей. С православием нет, разделяй и властвуй не получится. Да и как они людей... Как раз таки вот это воевать и вот этот терроризм, это как раз то, что и надо. Алло, 29.
Да. Как бы если чеченцы станут православными, то мировой патриарх выступаться. Литература появилась тоже. Расскажи, Тесла, Да, как. кажется, где просто он про мечети говорит. Дисфинансирует ли это? В любом случае, это деньги из Москвы на их строительство. И, кстати, вот все эти мечети, там же высокие потолки, то есть их же нужно обогревать. В отличие от православной, кажется, церкви, там должна быть горячая чистая вода, чтобы люди могли это помыть, ноги помыть там, лицо помыть. То есть они более, скажем так, потребляют, в отличие от этих российских церквей. Плюс там должны быть ковры, то есть и там должна быть поддерживаться круглый год нормальная температура. Это здание с чудовищно высоким потолком. И представьте, откуда деньги на это содержание. Кто за газ платит, за свет платит, за воду платит, за эти ковры, за их чистку платит. Это огромные Платят все, как это работает? Платят арабы все. То есть, чтобы они построили мечеть за 100 тысяч. Арабы За 100 содержат тысяч. все мечети. Вот, Это неправда. за 100 тысяч, например, они построили мечеть долларов. В эту Да, мечеть война была, они одной копейкой даже не помогли. Они ни одной копейки не дали. Когда война была, Турция помогала. Османы помогали. Подождите, арабы захватили часть российской территории. Ты это хочешь сказать? Нет. То, что он хочет там сказать, какие-то арабы там нарисовались, там пришел Мишарис, плясал на шее какой-то спел, потом другие какие-то в халатах вот эти приходят, там пляшут, кувыркаются, показывают всякие фокусы религиозные там. Нет, вот разве на об мечетях этом, не если ты Не знает эту систему, он соблюдаешь не так. знает эту. Вот разве на мечетях не Если ты написано, вот кто их это создал? имеешь в виду, то, что вот эти приходят, там пляшут, показывают вот эти фокусы, это все делается официально. Все эти арабы приезжают, поставив визу в русской вот этой вот инстанции, где ее ставят, там это одобряется сверху, и вот так вот они посещают эти места, и там, то есть это идет бизнес между русскими и между арабами. То есть русские заказывают арабов, арабы приходят, там пляшут, кувыркаются, и за это ништяки получают. Ну вот опять логика. Ну вот давайте будем честны, зачем России с бюджета выплачивать деньги в Чечню, чтобы контролировать вас? Давай я по-другому попробую. Зачем России нужен мулла, всероссийский мулла Таджудин, как его зовут? Таджудин? Татарин, который, да? Да, зачем Татарин? он нужен? Да, зачем он нужен? Это же госчиновник как бы. Нет, это религиозный, религия же отделена от государства фактически. Кто избирает? Подождите, Соболев. Кто избирает этого самого Таджудина? Как он появился? Он же как гриб не выросший. Он же Его, зарплату. ну я понимаю, совет муфтиев есть какой-то определенный. С каждой мечети, например, мулла или муфти, как его называют. Ты вообще согласен, что Первый канал, например, очень важный пропагандистский инструмент Кремля? И полностью пропаганда, полностью. Когда мы 100%. назначаем директора вот этого самого важного пропагандистского, то это кремлевское решение. Это кремлевское решение, ты понимаешь, так? Да, тут я вообще спорить не насчет Первого канала, РТР, я вообще спорить не буду. Вот с этим то же самое. Вот этот пост, это главный пропагандист исламского, чиновник пропаганды ислама в России. То есть его назначает Кремль. Вот если, как ты говоришь, Кремлю нахрен не дался ислам, и он его как бы на самотек пускает, то они вообще не должны этим заниматься. Каких-то муфтиев придумывать, там, не знаю, зарплату им платить, короче. Пропагандировать, их показывать. России, да, это идеология чужда. Мусульман. Подожди, Аслан. И Дугина знаешь ты? Дугина, вот этого человека. Да, которого убили, да, по-моему? Нет, Дугин есть такой.
Не его убили, его дочь убили. Дочку. Ну, я Да, про нее да. говорю. Ты послушай его, как они вот развязали вот вторую чеченскую войну, как развязали, как они ислам как вели. Он рассказывает, у него есть какой-то, он перед студентами или... Все равно к этому отношение постольку имеет. Он спрашивает, что Москва, вот зачем Москве финансировать исламизацию чеченцев? Вот, и короче. То есть это инструмент контроля. Как это государственные органы имперские не будут какой-то инструмент контроля на самотек пускать? Конечно, не будут. Дайте сказать. Почему машины Россия выделяет мулам и вот этим муфтиям новые машины с автовара? Это что? Да, кстати, почему? Тоже арабы, наверное, оплачивают. Ну, это тут не секрет. Кадыров, он же всем руководит, он все это выделяет. Я не думаю, что это из бюджета. А Кадырову кто зарплату платит? Кадырову. Путин платит зарплату. А тогда мулам кто платит? Круг замкнулся. Почему Путин? Это Россия платит, Путин. Нет, Русский. Я могу сказать, для чего Путин это все делает? Чтобы Рамзан и его армия охраняла его, потому что русские против Чтобы нас Путина. Он знает, он боится. покорить, чтобы чеченцев покорить, понимаешь? Чтобы мы под вашей пятой сидели. И обслуживали либо полностью обрусели и стали обычными русскими, как и вы. Вот для чего. Больше никакого интереса у вас, как у империи, там нету. Просто взять и всех посадить в болото, где вы сами сидите. Ну а сейчас получается обратно. Сейчас арабизация полностью идет, полная. Мы-то видим другое совсем, правильно? Понятно. Арабизация – это инструмент. Потому что на русификацию чеченец со своим самобытом не идет. То есть ты пришел, да, ты вот русский пришел и говоришь, давай там, ты теперь отныне Иван, не знающий родства, как и мы. Чеченец тогда факты показывает, дулю. Тогда другой инструмент применяется. То есть, это здесь у него не проходит, значит, ему надо его сделать ихваном, не знающим родства. И тебе говорят, вот теперь ты ихван, это тебе приписал Аллах. Видео хватится на Дугине, хватится. Табаки, Я действительно не могу понять, ребят, зачем вот это все исламизировать, чтобы воевать, чтобы вот это отморозки устраивали какие-то теракты. Я вот это понять не могу. Какие теракты? Подожди, а как тогда оправдалось бы нападение в 99 году на наше государство, если бы не было бы вот это прецедента взрывов домов с рязанским сахаром, который закончился? Рязанский сахар. Ой, ну там же Березовский тоже в этой хрени во всей виноват. Деньги, олигарх, деньги. Все виноваты, да? Кроме русских все виноваты, да? Нет. Химический хаттер душом. Вот эти примеры здесь как бы не иллюстрируют этого. Он говорит, почему... Зачем? Вот папа радикалы устраивает, неконтролируемые радикалы. То есть зачем Россия себе на головную боль как бы еще создает? Да, на самом деле, у Патрушева спросить надо. На самом деле, что чеченцы, радикалы, исламисты, это выгодно Кремлю. Это может невыгодно кому-то, какому-то русскому, который там попадет под это, под замес попадет из-за того, что чеченцы радикалы. Но как государству, империи, Кремлю это выгодно, потому что не будет мировой поддержки. Кто будет поддерживать исламские радикалы? Да никто не будет. Поэтому когда в ИГИЛ ехали из России, их там с паспортами просто без всяких проблем, представь, на самолете в Турцию, из Махачкалы, там, из еще откуда-то, спокойно позволяли, загранпаспорта делали. То есть, чем больше чеченцев в ИГИЛе, тем выгоднее России, тем хуже имидж чеченцев.
и тем лучше, как бы, то есть, чем больше чеченских радикалов, тем больше чеченских исламистов, тем выгоднее Кремлю. Это, не знаю, тут гадалки не ходи, это очевидная вещь. Вот смотри, на твой взгляд, ты вообще рассуждал? Убийство, обезглавливание Паки во Франции, это хорошо для русских или плохо? Ну, обезглаживание. Я вообще против вот этих убийств. И мне кажется, люди должны жить. Не, вот Не об этом смотри, сейчас спрашиваю. если бы этот пацан, который там приехал туда еще мелким, если бы он не пошел бы, не обезглавил бы учителя, вот как бы доказывать потом Европе, что чеченцы террористы, что они никакие не Брайан, можно борцы я за выскажусь? свободу, и то, что они за свою государственность, за свой самобыт не этим занимаются, а занимаются террором и, короче, вот этим, ну, как бы, Здесь принцип «разделяй и подожди, властвуй». да, Принцип «разделяй и властвуй». Как бы разделили традиционно верующих и... Ну зачем Я не тогда пойму, вот зачем в каком свете это показать? Я вообще не пойму. Вот туда-сюда. вы такое ощущение, что вот как, знаете, вот как проклятый народ, что ли, я понять не могу логики, что вот везде вот... Нет, мы не проклятый народ, мы просто прокляты, как прокляты выглядим, потому что у нас по соседству русня оказалась, и мы оказались вот непокорными, то есть вот мы все-таки хотим свой самобыт как бы иметь, мы хотим как бы к своим корням, не хотим вообще уподавливать, то есть нам неприемлемо вот это вот сидеть, вот у вас, например, в Москве, там, в Рязани, в Волгодонске, в Буйнакске и, в Рязанским сахаром это закончилось, и вы вот сидите, и все, чеченов там замочить, какую-то Украину отнять, потом всех затолкнуть туда, в океан, да, там, в Европе, дойти до Берлина, наш город, там, Прага, наш город, вот вы сидите, и вот этим вот занимаетесь. А вместо того, чтобы он, когда вас сами взрывают, да, там, какие-то меры принять, взять за глотку эту систему, выявить, кто за этим всем стоит, и наказать это. То есть вы будете вот так, куда вас толкают, туда идти. Мы не хотим этого. То есть у нас не такая вот, как бы, устройство, да, там, в Мы башке. тоже, поверьте, не хотим этого, не хотим вот Ну, этого. пока мы видим только обратно. У вас, вот видишь, ты тоже зашел, у тебя чеченцы какая-то проблема, а вот на своем рязанском сахаре вы сидите и молчите. Даже себе в голове подумать боитесь об этом. Да, все прекрасно знают, просто сейчас Путин диктатор. Он диктатор не только над чеченцами, он над русскими в первой степени диктатор. Он армию из кадыровцев создал, спонсирует Рамзана. Ну, ты скажи мне, когда у вас без диктаторов, вот когда вы без диктаторов, назови мне какой-то вот период. Да, в принципе, ну когда этот, наверное, кто был? Ну, Хрущев тот же самый, наверное. Кто еще был? Ну, после Сталина. Ну, Хрущев хороший диктатор, скажем так. Ну, он колхозник, ну, кто Хрущев? Да, был, наверное, Хрущев только единственный. Такой не был. Согласен, Ну, был. что хороший у них из всех, короче, сравнительно, да, хрущевский период, оттепели, бла-бла. Это Да, единственный момент надежду, который... У русских проблема не в количестве, а в том, что они как национальное вот это не самоопределились. Вот в этом-то проблема. Они как бы интегрированы всюду, как имперское вот это мясо, во все эти захваченные территории. А если бы у русских была как бы своя союзная республика, скажем так, на своих там исконных каких-то исторических территориях, то да, они как бы национально самоидентифицировались бы, и у них была надежда выкарабкаться. То есть империя не использовала бы их как мясо для подавления остальных. Но вот она именно это и делает. То есть не давая русским такое, как так, отдельное государство, часть какую-то республику, они вот из них сделали вот такое, ну скажем так, всех сделали заложниками. Да, все верно. Сделали заложниками всех. И нас, и вас, и всех.
Маршал думался. И нас, и вас там так не работает, понимаешь? И нас, и Вы вас. заложники, и мы заложники. Вы Я не никакие не заложники, вы государство образующая нация. То есть ты сегодня, вот, который здесь сидишь и недоволен Путиным, когда ты дорастаешь до Путина, ты становишься таким же Путиным. Понимаешь? Вот, Нет, вот я в не чем у вас согласен, проблема. абсолютно нет. И не надо Нет, на вот нас перекидывать, на нас это все проецировать, там и мы, и вы, короче. Никакие не мы, не вы. Нас надо просто оставить в покое и самим в своем болоте там разбираться. Я не сейчас пойму тоже. Бюджет, Вот ты говоришь Путин один. Юля, дайте досказать то, что я хотел сказать. Проблема в том, что заложник этой системы, сами с этими построившие системы, русские, чеченцев 1 миллион, а русских 140 миллионов. То есть 1 миллион чеченцев никак не смогут переломить русские, мнение русских, чтобы они нормально стали со своим государством жить в нормальных условиях. То есть это по-любому проблема русских того, что они титульная нация, и все зависят от них. То есть русские, став заложниками собственной системы, держат в заложниках всех остальных. То есть пока русские не поменяются, не приобретут нормальное свое национальное самосознание и не как-то там не перестанут быть имперским мясом, они держат в заложниках всех остальных. Потому что сколько там буряты, если вдруг приобретут национальное свое самосознание, то 140 миллионов русских им не дадут этого, свое государство. То есть мы заложники ваши по-любому. Отсутствие у вас национального самосознания. Я лошуся. Все правильно. Я не пойму одно. Вот он говорит, вот наш этот гость, вот один Путин, один Ельцин, один Сталин, вот идет это. Вот это, когда сейчас идет война в Украине, когда вот Чечню, когда Ельцин заводил, это один Ельцин или один Путин был? Этот весь народ ваш поддерживает, почти весь. Или я не прав? Нет, не прав. Весь народ не может поддерживать. Существует, да, определенное количество, которое поддерживает. Большинство. Большинство путем сначала, ну потом это большинство начинается тогда, когда идет пропаганда уже по мере действия. Но вот с самого начала это точно не большинство. Когда пропаганда идет, тогда да. Ну почему у вас это все повторяется тогда каждый раз? В моем понимании еще есть какой-то живой человек, который всем этим руководит. Сейчас просто поймите, сейчас вот эта Росгвардия, да, она следит за всем абсолютно. Там те же пирожи сидят, которые своих же русских долбят. Кто в этой Росгвардии служит? Кто там служит? Да там все подряд в этой Росгвардии, и русские, и чеченцы, все подряд служат там. Или англичане, или кто там? Ну, граждане России, да, скажем так. Я насколько понял, что он хочет сказать, что ситуация доведена до такого, что там абсолютный контроль. То есть у русских мы уже видим, что без внешнего проигрыша в войне и внешней оккупации русские не смогут выйти из этого заколдованного круга, потому что им имперской пропагандой промывает мозг, и потом собирает как бы вот это урожай с этого, власть типа русские этого хотят. Потом им снова, то есть русских вот так делают, вообще-то русских делают пропаганду. И мы с этим продуктом столкнулись. И у чеченцев является абсолютным заложником этого продукта, как, например, сейчас украинцы стали заложниками этого. И единственный способ, я вот вижу, который, то есть в России никакие революции не случится. Оно вот сейчас пройдет, потому что появится все искусственный интеллект, и он там будет контролировать так, что мама не балуй, ты никакой революции уже не будет. Все, власть будет уже на тысячелетний рейх на следующее. Потому что они будут использовать вот эти ультрасовременные технологии с искусственным интеллектом, чтобы контролировать всех. То есть окно возможностей стремительно уменьшается. Русские уже не смогут это выбраться. Единственная надежда русских, это чтобы украинцы их разбили в пух и прах. Желательно, чтобы НАТО еще побомбило, чтобы вот, когда дошло как до немцев, что нельзя имперское вот это мышление вышибить, бомбами только ее можно. Этого не будет.
Этого не будет. Не Нет, знаю, не факт, что не будет, может и... Нет, Украинские гарантии не будет. тоже считали, что не будет. Короче. Может и будет. Посмотрим. Нет. Ну тут По-моему, предпосылки нет никакой. Уже сколько раз спросили, по-моему, сейчас все ноль. если я не Давайте, ошибаюсь, Тургенев Будет. писал, что Желать, сколько будет ли лет украинцы разбили, чтобы освободились. Букчеви стрелит уже много раз. По-моему, буксовать, да, шушунся, интернет, бях повелыш. Уже Или вы послушайте Достоевский. Трампа. Точка. Он говорит. Точка. Да, Вот договори. Достоевский, по-моему, писал, да, что русский мужик берет топор и с остервенением начинает защищать свое рабство. По-моему, да, вот так же, по-моему, было написано. Ну, я не знаю, мнение одного человека я не буду учитывать. Дело не в мнении, дело в том, что если ты посмотришь на историю России вообще, вот был некий такой персонаж Иван Грозный, да, и у него был сподручный некий Малюта Скуратов. Читал ты про это? Нет, к сожалению, про Малюту первый раз слышу. Вот Малюта Скуратов, это был опричник. Про опричников слышал? Опричники такие ребята были, нынешняя Росгвардия. скажем так. Да, я понял, о чем речь. Вот, опричники. То есть, чем занимался? Он сам оплачивал восстание какое-то, типа против царя. То есть он сам посылал туда людей, там давал им какую-то идею, они начинали там что-то бунтовать. Потом он сам докладывал царю, что вон там вот нехорошие люди появились, и их надо усмирить. И он потом ехал туда, сам их убивал, приезжал и получал определенные преференции от царя. Вот эта же политика, она продолжается по сей день. Внутри страны. Внутри. И вот эти Малюты Скуратовы и эти Иваны Грозные, это все продолжается уже на протяжении там нескольких сотен лет. Я не понимаю, почему до вас это не доходит. Вот это для меня секрет. И это было при Сталине все, то есть. Сталине это продолжалось, и при Путине это продолжается, и дальше это будет продолжаться, пока до вас это не дойдет. На данный момент Путин это главный враг русских. Главный враг. Вот. Хуже врага его нету, чем Путина для Главный русских. враг русских это сами русские. Стопило. Не совсем. Тут Ты вот эту, я тебе очень советую, я автора, к сожалению, забыл, но вот Иван Грозный, у него книга прям так и называется, там 2 тома, по-моему. Очень советую тебе прочитать, ты очень многое поймешь, что происходит вообще и почему, и как устроена вся эта система. И она не поменялась по сей день. Давайте зададим вопросы нашему, потому что он задавал вопросы все время. Может, у него тоже спросить что-то. Вот ты, точка, что ты думаешь? Вот вы говорите, что сценарий как бы бомбежки Москвы, он как бы маловероятен. Да, А вот это невероятно. чем это кончится, по твоему мнению, чем кончится русско-украинская война? Да, это не по моему мнению. Я уверен, что будет капитуляция подписана со стороны Украины. Это очевидно тут. Ну, я уверен в этом просто. Подождите, а что Нет, ты давайте смотреть правде в глаза просто. Подождите. Ром. Подождите. Дайте продолжить. Что ты подразумеваешь под капитуляцией? Вот как это будет происходить? Я не совсем понял. Детали скажи. Капитуляция, то есть будет полный безоговорочный проигрыш в войне. Будут подписаны те документы, которые необходимы Путину. Будет к России присоединены помимо вот этих 4 областей, еще будет присоединена Харьковская, Днепропетровская, дальше Одесская и Николаевская области. Потом будет создана буферная зона определенная какая-то. И останется какая-то часть Украины. Все. Это к этому идет. Теперь тебе вопрос. Вот это самый план же по оккупации всей Украины, он же уже сколько, 4-й год же идет, так? То, что все об этом знают. Если бы не натовское оружие, Украина бы на 3-й день рухнула. Это суть. Это факт. Именно поэтому натовское оружие и победит, короче. Речь об этом мы говорим.
Смотри. Нет, не победит, ребят. Давайте честны будем. Нет. Подожди, я что... задаю тебе вопрос. Подожди сейчас. Я задаю тебе вопрос. Подожди. Когда ты вот четвертый год Россия как-то вот не может взять Украину, она не просто, она еще областной центр Херсон потеряла, в результате там Харьковской области большие территории потеряла. Сейчас большим количеством мяса они определенные территории у Украины отобрали. Довольно большие, скажем, довольно большие. Правда, если они каждый год будут столько отбирать, то все равно эта война, не знаю, на 100 лет разве что затянется. То есть никаких предпосылок. Вот сколько ты тогда, например, вот мы сейчас находимся в 2022 году, и я тебя спрашиваю, как ты думаешь, что хорошо? Хорошо. Сейчас 2022 год, и я тебя спрашиваю, чем закончится война Украины? Ты говоришь, это закончится на капитуляции Украины, бла-бла, возьмем Киев, короче. Я говорю, ну, сколько времени, ты же не можешь мне говорить, что через 100 лет это будет. Сколько ты времени скажешь? Ты скажешь, ну, допустим, через год. Проходит год, никакого взятия Киева, ничего не получается, наоборот, теряется Херсон, большие территории Харьковской области. Ты опять говоришь мне, короче, будет капитуляция Украины, мы захватим территорию, бла-бла. Я говорю, ну, сроки-то хоть говори, мы же не можем 100 лет ждать, пока твои предсказания исполнятся, короче. Пока солнце не погаснет. Ты опять говоришь, через год и возьмем, через 2 ты говоришь, возьмем. То есть ты осознаешь, что уже 4-й год, и ничего. Откуда у тебя идея, что, не знаю, через еще 4 года будет какая-то капитуляция Украины? Максимум 2 года. Потому что я смотрю по сводке, по военным сводкам, украинцы теряют землю. И у тебя это, я не знаю, откуда информация, то есть если Украина берет какой-то один населенный пункт, то это превращается в такой выброс в массовой информации, как будто бы она целую область отбила. На самом деле Украина теряет земли, плюс Европа уже все меньше и меньше оружия начинает поставлять. Надо понимать, что запасы истекают, а производство не успевает работать такими темпами, которыми надо. Плюс экономика европейских стран, соответственно, просаживается. По пунктам, подожди, потому что ты накинешь, пойдешь. Во-первых, 80% потерь, они от дронов. То есть запасы оружия здесь вообще ни при чем получается. Так? В данный момент, да. Нет, в данный момент, да. Война дронов пошла. Подожди. Я сейчас, моя очередь. То есть, если потери, они будут и 90% скоро у русских потери от дронов. То есть, запасы какого-то натовского оружия, они не в дронах и абсолютно здесь ни при чем. Европа выделила, если ты не знаешь, $800 миллиардов на сейчас вот эти все оружейные заводы на полную мощность запустились. То есть оружие, наоборот, увеличивается в квадрате. Никакого уменьшения там и близко нет. Украина теряет территорию. Теперь представь, вот это, кстати, очень ключевой здесь момент. Во-первых, в войне выигрывает тот, кто разбивает армию врага. Наносит больше потерь, а вовсе не то, что он там какой-то процент своих территорий в результате. Если я с тобой воюю, например, вот у меня, допустим, какой-то участок, и у тебя какой-то участок, я готов отдать тебе 20-30% этой территории, но пока ты эту территорию пройдешь, ты потеряешь, например, половину своей армии. Это будет поражение тебе. Потому что ты меня не разбил, я сохранил армию, а ты разменял вот эти территории, никому не нужные, разрушенные, хлам, куски, короче, степной этой местности на то, что ты положить там 1 миллион солдат. То есть это не есть выигрышная ситуация, потому что страна – это люди, а не территории. И вот самая большая потеря, которую вот сейчас Кремль делает, они положили ранеными, убитыми больше 1 миллиона солдат, можно сказать, что 1 миллион положили, и в результате захватили сколько там квадратных этих километров. Ну, допустим, 1000 квадратных километров. Я понял. 2000, 10 тысяч. Это очень неравноценный размер. Это уже на следующих 20 или 30 тысяч квадратных километров 100% надорвешь пупок.
То есть про первую победу ты слышал? Вот эти самые князские, вот эти купцы, по-моему, они наняли вот этого знаменитого полководца греческого, Пирус, по-моему, по-латински, чтобы он разбил этих римлян. Потому что у римлян была очень мощнейшая организация, они всем давали по шапке. А Пир слыл таким крутым полководцем, стратегом, короче. И вот они скинулись, его наняли, он с римскими легионами рубанулся и, не знаю, положил почти что всю, выиграл эту, там, римляне уже отошли, проиграв битву, короче. Но он положил чуть ли не 90% своей армии, чтобы вот эту победу достичь. И зарекся больше с римлянами воевать, короче, таким способом. Тут тот же самый здесь. И вот эти захваченные степные вот эти участки сейчас, это Пирова победа России. Это даже не победа, потому что Пир хотя бы разбил их. Тут не факт, что тут тебе в тыл беспилотники залетают, там бомбят, короче. Скоро баллистика на Россию полетит. То есть это Пирова победа, это вообще не победа. Ну, тут немножко ситуация другая. Сейчас бы не читать эти сводки Генштаба России, что у него вот эти нарративы, что Европа экономика... Если что у России с помощью местных штурмов захватывает участки. Иногда большие. Это я говорю, что Европа там экономика... вот это вранье. Надо различать вранье. То, что местными штурмами, там, мотоциклетными этими подразделениями, совершенно беспрецедентными этими потерями они захватывают территории, это правда. То есть зачем тут это отрицать? СМ, как тема переключилась на Украину, сразу имперская сущность начала пульсировать, да? Недоволен Путиным еще. Не, он про это говорит, про как бы типа... Говорит, что один Путин виноват. Главнокомандующий Путин же, он же все это развязал. Это же никакой там Вася придумал напасть на Украину. Надо понимать, кто это делает, в чьей подаче это все идет. Но, Путин приказывает, Вася делает. Имперского населения с этим согласны. То есть расширяться хотят. Потому что в голове сидит вот этот вирус имперскости, а он предполагает... Да надо это расширение. Что, земли что ли мало? Нахер это расширение, понять не могу. Непонятно, зачем нужно было вот все это на Кавказе. Нахера? Имперское мышление. Хочется. Но вот с другой стороны, кстати, если посмотреть... Сейчас, кстати, не эти мотивы. Сейчас мотивы как бы позорное поражение перед миром не хочется. То есть хочется вот пусть и положить половину российского мужского населения, но чтобы мир увидел, что вот могем, короче. Вот сейчас вот этот вариант включен, мне кажется. Ну, вот согласитесь, все-таки имеет такое быть место, понятие, как Америка. Все-таки вот эти ракеты, все нацелено против России. Это факт. Я думаю, невозможно с этим не согласиться. И тут как бы нет, тоже... Скорее всего, нет. Во-первых, ты слышал про эту разрядку, вот это соглашение было Горбачев-Рейган. То есть американцы из Европы дали все эти першинги, Советский Союз убрал и разобрал на запчасти вот эти самые РСР-10, там Сатана и прочее все. То есть было разоружение. Сейчас американцев волнует Китай, а вовсе не Россия. У американцев головная боль – это Китай, а вовсе не Россия. Надо согласиться, что противоракетная оборона окружает полностью Россию. Это факт. Ты посмотри, как Ельцин... обороны, что вы делаете? Нет в России. Тебе промыли мозг, я не знаю, если ты действительно в это веришь. Нет, ну вы посмотрите карты размещения Во-первых, когда в 72 году или 73-м, я не знаю, было вот это соглашение по ПРО между США и Советским Союзом, было, все вот эти страны подписали соглашение, вот Америка и США подписали соглашение, что они не будут развивать противоракетную оборону.
То есть вот эта гонка, грозившаяся, что сейчас американцы будут делать противоракеты и смогут безопасно напасть ядерным оружием на Россию, потому что то, что к ним будет лететь, они будут сбивать, а то сами будут... Поэтому, чтобы предотвратить так называемая доктрина взаимного уничтожения, то есть это якобы сохранит эти оба государства, потому что раз тебя гарантированно отвечает ядеркой, ты не будешь первым нападать с помощью ядерки. Вот это было сделано соглашение, и страны договорились, что развивать не будут. Противоракетные оборонные технологии Америка развивать по факту не мы будет. видим другое. Подожди, сейчас мы перейдем к этому. Это длинная история, ты что, с 1972 года, если тебе интересно. Так вот, американцы и Советский Союз подписали вот это самое соглашение, и в этом соглашении было один пункт был. То есть можно прикрыть противоракетной обороной одну локацию какую-то, участок какой-то, или город. И американцы, недолго думая, свою базу где-то в горах Апалачи, у них есть там какая-то с ракетами ядерными, баллистическими, какой-то там, в случае DEFCON 1, короче, это место становится центром вот такого ядерного удара. Вот они выбрали вот это место в горах, как место, которое они могут прикрыть противоракетными системами. А Советский Союз, естественно, наши партнеры, короче, тут не подгадит всему остальному населению Советского Союза, значит, такое место объявили Москвой. То есть Москву можно прикрыть противоракетным щитом, согласно этому соглашению, которое соблюдалось, там, инспекторы, шминспекторы и все такое. И вокруг Москвы начали строить противоракетную оборону. Поскольку электроника и технологии у Советского Союза на пару поколений всегда отставали от западных, ну как минимум на одно поколение, то, естественно, и наведение этих противоракет проблемное. А вот летящую эту боеголовку межконтинентальную, они там тугоплавкие металлы, толстый слой, вот эта болванка, она чисто по инерции летит. Ее обычным ПВОшным вот этим взрывом рядом, ее не уничтожишь. То есть она иммунна к этому. Не пробьешь, она все равно упадет на город. Поэтому тебе нужен кинетический удар. То есть вот летящую болванку на скорости, не знаю, 7 километров в секунду, считай, ты в нее должен попасть противоракетой на встречном курсе или, не знаю, там с какого-то бокового курса. То есть, представьте, по тогдашней электронике это невозможная задача. Поэтому российская, советская ПРО основывалась на технологии, то есть оттуда летит ракета, мы выпускаем противоракету с ядерной боеголовкой, она там в космосе встречается, и рядом происходит ядерный взрыв, и вообще гарантированно уничтожает вот это. Вот такая система была налажена вокруг Москвы. Я не помню, как она точно называется, там А-56, по-моему, ракета, это еще как-то обозначается. И она, конечно же, была секретной. То есть в Нью-Йорк Таймс, в Америке всем было известно, что Советский Союз выбрал для прикрытия про Москву, а вот жителям Советского Союза об этом сообщили, не посчитали нужным. Я даже помню, как телемост был вот этим Познером с американцами. Этот Познер там ходит, и какой-то американский из зала зритель говорит ему, а у вас там здесь же это прикрывающее Москву, а вам на остальных жителей вам наплевать, почему вы позволили это сделать. Он его так, короче, гасанул, этот Познер, говорит, откуда ты знаешь, что кто тебе сказал, нет у нас никакой права, то есть врал прям без зазрения совести. Вот, короче, этот момент. Вот так мы доплелись до вот момента, когда вот из этого самого соглашения просто стали выходить. Во-первых, американцы, в отличие от русских, они вот этим кинетическим перехватом, не ядерным этим, а кинетическим, занимаются очень долго, и к началу 2000-х годов они успешно эти технологии освоили. То есть у них есть перехватчики, реальные ПРО, не фейковые, а реальная ПРО, которая делает кинетический перехват, то есть встречает в космосе вот эту боеголовку, сталкивается с ней,
и уничтожают его. Они выкручивали руки японцам, чтобы они вот эту 4-ю ступень, она 4-ступенчатая, это Aegis-система, чтобы они сделали вот эту самую. Еще у них есть ТАТ, который тоже вот конкурент, скажем так, тоже кинетический перехват делает. То есть американцы свои системы с кинетическим перехватом наконец-то довели до ума спустя 40 лет. В России же никаких работ по кинетическому перехвату нету от слова совсем. Вообще нету. А как же Разговоры система о том, ПРО? что у России есть ПРО, это такой дебилистический, для технологий, для специалиста, технаря, это вообще-то дебилистическая фантастика. У России нету ПРО. Российские системы ПВО противовоздушной обороны, такие как С-400, дальше С-300, это вообще-то говоря, но, скажем, хорошая система, неплохая система. Вот эти С-500, которые никак не допилят, короче, до массового производства, они способны перехватывать баллистику старую, вот эти ракеты «Скад», «Луна», те же вот эти украинские «У», они их способны перехватывать. Разговора нет. То есть ракеты малой деятельности баллистические. Есть специализированная противоракетная установка на базе этого С-300, а называется С-300В. Это ПРО, да. Это такое объектовое ПРО, действительно. Оно перехватывает баллистику малой дальности. Возможно, и средней дальности перехватит. Хотя вряд ли. Она так немножко отличается. Вместо колес там на вездеходном шасси. На гусеничном шасси выглядит. У украинцев там тоже несколько штук Советского Союза. Вот это С-300В, да, оно сбивает такие ракеты, но чтобы сбивать межконтинентальные баллистические или ракеты средней дальности, эти ракеты расстреливают. У России таких технологий нет, потому что они их вообще не развивали. Во-первых, соглашение было, а в момент, когда уже Путин пришел, там уже откаты, уже эти сложные технологии уже даже невозможно было освоить. Это уже вне ее это доступа, как, не знаю, процессоры Intel. То есть вот тебе короткая лекция, что у России, у путинской России или кремлевской России нынешней нету противоракетной обороны, а есть ПВО, объектовое, довольно неплохое. Гость сказал, что все ракеты нацелены на Россию. Ты что предлагаешь всем этим? Расчистить дорогу, все убрать, да? Так. Ну, вообще-то, если 400 является системой ПРО, я не знаю, что за... Откуда информация тема ПВО, не ПРО? Нет, у него есть, как, например, Patriot, это тоже система ПВО, но у него есть ракета ПАК-3, которая может перехватывать ракеты, баллистические ракеты, малые, не знаю, средней дальности не может, по-моему, малой дальности может. То есть там на высоте 40 там, километров, 30, вот это ПАК-3 может перехватить баллистику. Тот же кинжал перехватывает, он и Искандер перехватывает. Хотя американцы сильно занижали, в оценках были сильно занижали свои системы, они считали, что они баллистику не могут перехватить. Там, не знаю, точку У может перехватить, они думали. Но эта русско-украинская война показала, что они отлично вот этот ПАК-3 перехватывают, и кинжал перехватывает, и Искандер перехватывает, и Искандер-М, вот этот экспортный вариант того же Искандера, и его перехватывает. То есть они, в общем-то, довольно эффективны. То же самое и с этим С-4. Там тоже есть, которые есть шансы перехватить баллистику. Но чистого ПРО, как ТАД, например, или Aegis, у России нету. Таких технологий у них нету. Кинетический перехват американцам, знаешь, сколько бабло, ученых, ресурсов и времени потратили американцы на этот кинетический перехват. И то им пришлось японцев руки выкручивать, японцы им это делали. Усидчивые, работящие, супер, умные японцы им сделали вот эту самую верхнюю ступень. Я не назову японцев умными, что они там придумали, магнитофоны в свое время придумали. Сейчас чем японцы блещут? Абсолютно ничем. Ты заметил, что каждый раз, когда происходит Нобелевская премия, то там бывает японские, небольшая нация, а сколько Нобелевских лауреатов. А российские, там когда последний раз были российские?
Ну, там сейчас, в данный момент, за последние 20 71 лет, году. последние 20 лет, чем японцы блещут? Полностью с тобой Как? согласен. Как чем блещут? Японцы, они знаешь в чем? У них, Ну, в чем? сообщество такое на авторитетах, то есть там старики уважают, там это. Японцы очень хороши в доводке технологий. То есть что-то в Европе придумывают, а японцы выжимают из него вот 100%. Вот Ну, я они не также знаю, в последнее время, что этого. они делают. Американцы придумали кинетический перехват, а японцы вот это, выжили из него максимум. Китайцы, да, японцы нет. Наоборот. Нет, не Китайцы соглашусь. Сейчас копируют, все а японцы китайское. не. Китайцы Сейчас как раз копируют, а японцы нет. Вот во всех этих западных вещах там есть японские технологии. Без японского, например, химического вот этого реагента для этих чипов, тут эти чипы невозможно было бы делать. То есть вот там есть и швейцарская доля, и эти, из Америки что-то. Ну это ладно. А китайцы, ты знаешь, что китайцы не могли сделать шарик для шариковой ручки, и они пытались это сделать, и только, короче, втюхав 10, по-моему, миллиардов долларов к 2013 году, по-моему, удалось вот собственный шарик, который делает Швейцария, Германия делает и Япония делает. Этот шарик для ручки. В конце концов, они, потому что считали позорным для Китая, что они до сих пор у Швейцарии, у японцев закупают вот эти шарики для шариковой ручки. Ну, это ладно. Так все-таки изначально начали говорить про само, вот то, что Америка конкретно закрывает, вот, а потом что-то мы куда-то уехали про оружие, у кого какое там про, кто там круче. Все-таки суть, вот, основной вопрос, да, стоит в том, что Америка действительно закрывает полностью Россию. То есть, как бы ее атаковать в любой момент может, да? Да, и правильно делает, потому что видит, какое сумасшествие происходит там. По детям, по людям, по больницам бьют, короче, ракетами, пытается кого-то находить. То есть она договоры нарушает, правильно? Да, Америка, когда ей выгодно, она может нарушить договор. Мне даже законнее. Знаешь, что в Америке, если ты изобретатель и сделал изобретение, которое имеет какое-то там национальное значение в военной сфере, они могут без всяких разговоров его у тебя отобрать. И даже без компенсации, если ты не согласишься на компенсацию. Можно секунду? Точка. Это знаешь, вот твоя претензия как звучит? Вот есть, короче, 2-3 дома, да, рядом на одной улице живут там 2, 4, 5 домов. И вот в одном доме, короче, есть такой хозяин этого дома, он такой сумасшедший, невменяемый маньяк. И он начинает крушить там у себя в сарае, там отрубает там этим головы, короче, животным, там пытает их, истязает. И потом раз ему в голову пришло напасть на соседний дом. И этот маньяк нападает на соседний дом, начинает его крушить, тоже соседний дом, мучает там эту семью, короче, убивает там, что хочет, творит. И на этой улице живут еще несколько домов, еще люди живут. И они видят весь этот ужас и начинают как-то группироваться против этого сумасшедшего маньяка. Вот твоя примерно претензия примерно вот так сейчас звучит. У него ну просто тогда я слушаю тебя, точка, и вот Путин, как говорит, вот точно его ее слова я вижу опять, понимаешь? Что ты еще сказал? Имперское мышление, это очень тяжело выставить. Ну, да нет, тут не детское мышление, тут надо рассуждать, тут надо все стороны просматривать, а не что-то конкретное. Я тебе гарантирую, что я тоже, наверное, был бы больной, если бы я был этим же самым. Нет, он предлагает, чтобы все не убрали с пытается говорить тебе, что ты там, не знаю, морально там, как бы на нижнюю тебя и что как нас. Вот это имперское мышление, если с детства прививать, это как вот религиозный исламский вот этот будулайчество. Сидит очень крепко и пускает корни. Потому что тебе как бы это щемит сердце тебе, понимаешь? Вот мы же империя, ну почему?
тоже как бы великие, вы нам должны, все мы там, не знаю, паровоз Да придумали. никто никому не должен, на самом деле. Я Не сторонник имеете, того, не что имеете Это права защищаться. это внешнее проявляется у тебя, как бы ты критически пытаешься бороться сам с собой, а все равно тебе с детства внушали про эту самую величие Руси, короче. Нет, 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 вообще нет. Это нет. Тут немножко вы меня неправильно недопонимаете, если Все речь об этом прекрасно заходит. понимаем мы. Точка. Вот смотри, ты говоришь, чтобы никто не вооружался, не защищался. Все расчистили бы вам пути в Европу, в Польшу, в Прибалтику, все открыли. Заходите, орки, убивайте, насилуйте нас. Вот так, да? Зачем? Не знаю зачем. Вот это и Ну, предлагаешь я тоже не ракеты на знаю. вас нацелены. Поэтому Почему я думаю, нацелены на вас ракеты? Вот это скажи. Почему? потому что у нас крутится земля, и каждое государство, которое обороноспособное, все-таки Ага, имеет свои интересы. ага. Свои интересы. Вот у меня такое понимание. Ну, Но все понятно. некоторые Ты и интересы заходят Путин, просто вот ты очень и Путин далеко. неотделимы, понимаешь? Ты вот это есть ваш глубинный русский народ, вот это именно вот мышление ваше. Нет, с Путиным я вообще с его политикой абсолютно не согласен, то, что тем более он на Ты Украине делает. абсолютно его вещи, его То, логику что он делает с повторяешь. русскими Можешь быть не самими. согласен, ты можешь быть против него, понимаешь? Но ты абсолютно его действия, вот все повторяешь. Нет, я с ним не Вы согласен на самом захватите деле. Украину, как за 3 дня, как ты говорил, если натовского оружия не было за 3 дня. Да, Чечню тоже за 2 часа вы захватывали, Грузию захватывали, еще захватывали, вы все захватывали, понимаешь? Вот так. Вот у вас мышление одинаковое, понимаешь? Вот вы болеете, вы болеете, вас надо лечить просто. Точка. Вот Да, ты да. говоришь, каждое государство имеет свои интересы, просто некоторые интересы заходят слишком далеко. Все верно. Ну вот, да-да, но понимаешь, вот как ты считаешь, вот у меня всегда есть такой вопрос для всех людей, я его абсолютно всем задаю. Человек для государства или государство для Должно быть. человека? Вот как устроено? Ну, должно быть государство для человека. Не должно быть. Не должно. Смотри, вот сегодняшняя Россия – это государство для человека, то есть с некими интересами, которые защищают интересы этого гражданина, либо это государство, либо это человек для интересов этого государства. Вот каким образом устроена система? Сейчас человек для государства второе. Вот представь себе, на протяжении всей истории России, на всем ее историческом периоде всегда было только так. Возможно, ну да, возможно, так оно и есть. Просто Почему сейчас возможно? Почему нет, я не говорю. возможно? Ты не признаешь это? Я не признаю анализировать вот каждой эпохи. Ну, ты не Это проводишь, ты везде про Европу проводишь анализ, про Чечню проводишь анализ, про Россию почему свою не проводишь анализ? я говорю возможно, я не говорю нет, ребята, это не так, я говорю возможно. Я же не говорю, что это не так, да, говорю, возможно, так оно и есть. Нет, Просто смотри, чтобы мы с тобой друг друга вот понимали, смотри, крепостное право, да, было отменено в каком? 1861 году. Да? 63-й, по-моему, 61-й, 61-й. Ну, 63-й, не суть там, 61-й, 63-й, не имеет значения. 61 год. То есть, я что хочу сказать, вот если ты вот этот период времени посмотришь, 1861 год, на ту же Францию, не знаю, на ту же Англию, на те же страны Европы,
Тот В уже Англии, во в Франции, Англии в по-моему, 861 году метро построено. не, я что хочу сказать. На тот момент вот первая французская вот эта республика, она 1600 какой-то год, начало 600-х годов. То есть в то время еще 200 лет, 250 лет до еще того отмены крепостного права, это только отмена крепостного права. Во Франции еще в 1600 каких начало 600-х годах начинает формироваться гражданское общество, начинают формироваться институты государственной власти, там партии, да, там гражданин понятие возникает и так далее, и так далее. То есть идут процессы вот эти вот. Я можно вопрос задам параллельно сразу, такой небольшой для ремарочки. В каком году в Америке было отменено рабство? В Америке, по-моему, это 80... Подожди, это 800-е годы, но... Нет, это был 1865 год. Да, но в отличие, смотри, в отличие от Америки, как ты ее сейчас назвал, вот эта Америка, это со всей Европы съехавшие люди на эту территорию, на этот континент, которые стали там образовывать некое государство, приняли некую декларацию и так далее, и так далее. То есть даже там эти гражданские права, понятие государства, понятие права человека и так далее, даже там оно было сформировано еще тогда, когда здесь только отменили крепостное право. Я просто что тебе хочу сказать. Вот эти страны, вот этот Европа, Запад, у них вот этот процесс формирования гражданского общества, да, если ты понимаешь, что такое гражданское общество. Я прекрасно понимаю. Это 200 лет 300 отстает в этом плане. И беда России в том, что вот эта сама система централизации власти не дает народам, людям, проживающим на этой территории, в том числе как и на постсоветском пространстве, сформировать вот это гражданское общество. Потому что в России, там, на постсоветском пространстве нет понятия гражданин. Есть понятие родина. Но гражданин нет. Есть понятие обязанности, но нет понятия права. Да, есть обязанности, но нет прав. Да. И почему это происходит? Это рабство у них было собственное население или пришлое какое-то? Где? Что еще раз? В Америке рабстве у белых были белые или черные были? Черные. Черные. Ну, а в России что было тогда? Ну, это не отменяет понятие рабства как такового в целом. То есть это и там люди. Просто И я люди знаю, не делятся на второй, на третий сорт. Когда говорят про отмену крепостного права, тут же приводят, когда отменили рабство в Америке. Поэтому я так ремарку такую. Когда Букчаев листовал. Ну да, я про рабство говорю. В Советском Союзе, когда отменили рабство? В Советском Союзе рабство отменили... Я не знаю, как в царской России отменили, вроде бы после этого. В 70 каком-то году там колхозники были у тебя в рабстве, там трудодни ставили, денег не давали им даже. Они никуда поехать не могли, если только в армию не ушел. Паспортов не было. Не выпускали за границу, когда, были времена, согласен, идиотизм полный был. Тут вообще, спора нет. Не только за границу, из колхозов не отпускали никуда, паспортов не было у колхозов. То есть я что хочу сказать? Вот эта сама система права и сама система гражданского общества по сей день не сформирована в России. Я знаю, это вопрос. Вот, соответственно, у тебя и мышления не будет, никогда ты не дойдешь в своем мышлении, в своем развитии до той ступени, в которой сейчас находится та же Европа, не знаю, там те же Соединенные Штаты и так далее. То есть этот процесс, он минимум 300 лет, 250 лет наперед ушли они в своем понимании мира, в своем развитии. Понимаешь?
И ставить противовес, допустим, вот у нас так, у вас так, это очень глупо звучит. Для начала, чтобы вот это сделать, тебе надо привести в порядок свое общество. То есть понимание, права человека там, и так далее. Вот эти все вещи, гражданское общество, что значит права, что значит государство для человека, а не человек для государства. Вот сама система должна быть изменена, само восприятие мира должно быть изменено. И когда ты говоришь об интересах государства того или иного, в первую очередь эти государства защищают свое население. Тогда это интерес. А когда ты закидываешь свое население, это не защита интересов населения. Это защита интересов какой-то там сумасшедшей группы людей, которые что-то себе там возомнила и решила, поиграть в войнушку, понимаешь? И это происходит из периода в период. Каждый раз это происходит. Но почему-то на территории России это воспринимается все равно как некое благо, некое вот там кругом враги, НАТО нападет, ракеты направлены на Россию, весь мир против России там, и так далее, и так далее. Вот пока вот это дерьмо со своей головы человек не выкинет, он никогда не придет к пониманию реальной картины мира. Все, я закончу. У меня понимание того, что сейчас в России огромное количество олигархов, и они вот всеми управляют. И пока вот эта олигархическая иерархия не будет разрушена и уничтожена, тогда не будет построено общество. Тезис, там, олигархические структуры и так далее. Понимаешь, это как вот Дон Кихот, который воевал с ветряными мельницами. Для того, чтобы победить этих олигархов, ты должен победить самого себя в своей голове. И каждый человек должен вот так сделать. До каждого должно дойти, что он прежде всего не винтик в этой системе, а он личность. А в России устроена система таким образом, чтобы полностью подавить интересы личности и поставить на первое место интересы некого мнимого государства. Понимаешь? Дворянина, дворянина и царя. Нет, тут вопросов нет, это все прекрасно понимаю, все прекрасно осознаю, тут никаких нареканий, никаких реплик не будет, абсолютно. А что ты тогда не лезь вот к другим, понимаешь, там рабство, сначала нам надо у себя разобраться и все. У меня несколько вопросов. Вот этот... Вот смотрите, вот вообще-то на самом деле это вопрос к всем. Как этот наш гость думает, где людям хорошо живется, в Северной Корее или Южной Корее? Где людям лучше живется? Ну очевидно, да, где люди хорошо, а где люди достатки и чувствуют себя свободными гражданами своей, скажем, страны, государства. Очевидно, в Южной Корее. Вот, хорошо. Следующий вопрос. Как ты думаешь, аналогичный вопрос, как ты думаешь насчет разницы между вот Чукоткой и Аляской, которая тоже была когда-то под Российской империей? На Аляске, конечно же. Вот, Кёнигсберг, как его, Калининград и там какой-нибудь другой, там, другая никакая область Германии, где лучше живут люди? В Европе. В Европе. Вот таких вопросов у меня до хрена и больше, понимаешь? И ты не задавался никогда вот такими вопросами? Вот сам себе не задавал таких вопросов? Они же не при Путине все это было. Это давно идет, десятки лет уже, про Аляску еще дальше. Иногда надо задумываться. Да, я уже задумался давным-давно, когда был маленьким еще, почему люди с Европы под старость лет путешествуют по всему миру, а люди с СНГ нынешнего копят деньги на свои похороны. Я об этом давным-давно уже задумался. Да, мусорка лазит. Ну да, деньги на свои похороны откладывать, все верно. Мусорка, ты скажи, мусорка лазит. Ты не видел это, да? Ну, не все, конечно, но есть часть населения, но она маленькая. Здесь, конечно, преувеличивать не надо, что все лазят.
Ну, на самом деле, живут, скажем так, на грани бедности. Выживают, да, вот совершенно верно, на старость лет выживают, а почему-то в Европе люди под старость лет путешествуют по всему миру. Да, есть такой вопрос, давно задавался. Просто да. Точка, знаешь, проблема в том, что миллион чеченцев не спасут 140 миллионов больных людей, нас не хватит на всех. Просто на самом деле это реальная проблема, и для нас, для чеченцев, иметь таких соседей. Знаешь, вечно никакого договора, никакого соглашения. Мы не можем с вами вести никаких длительных каких-то, я не знаю, соседских отношений, потому что вы не способны. Я тогда понял. Я думаю, тогда надо как-то начинать работать сообща, чтобы эту всю систему перемолоть. Я тебе опять скажу, нас, чеченцев, опять какие-то тиски кидать нам сейчас самим надо. Как бы обратно вот из этого дерьма, которое нас засунули, извиняюсь за выражение, вылезти самим, стать уже на свое, куда нас сейчас тянут, оттуда обратно вылезти и вернуться на свои корни и оттуда уже самим помочь нам. Мы уже не в силах помочь кому-либо. Знаешь, вокруг нас маленькие народности, которые живут на Кавказе, которые кроме России ничего не видят, допустим, что без России они пропадут, понимаешь? Вот у них уже рабское мышление. Это человек с рабским мышлением всегда думает, что ему кто-то должен помочь, кто-то должен ему путь показать. Ибо только свободное творение способно созидать, понимаешь? Насчет вот этой работы сообща, я бы вот подсказал, в Украине сейчас есть Украина полностью работает как бы сообща. Условия, Да, чтобы да, да. работать сообща. Вот с легкостью Тем можно более, братья в Украине, славяне, да, всем патриотам, всем русским, которые, ну, ладно, патриот это слишком громко звучит, но более-менее люди вменяемые, которые понимают ситуацию, которые хотят ее исправить, могут в Украине полностью организовывать батальоны. Потому что вооружение есть, все есть. И просто у себя порядок навести. И вот этот мир через Украину, западный мир, он может помочь полностью. Не может помочь, а он наоборот как бы стремится к этому и полностью все нараспашку там открыть. Заинтересован. Ну а почему они тогда войска не вводят туда, в Украину? Почему не вводят войска В европейские? Украину зачем Давайте русские войска, будут? Илья Мур. Так, здесь у нас включить, по-моему, связь. Может, на перезагрузку пойти нам? Не, блин, ой, вообще, вообще. В 11 часов я перезагружал. это тормозит. Просто ты, когда говоришь, кто-то прям с тобой в унисон говорит, и ты уже понимаешь, что он тебя не слышит, потому что глючит это самое, вот эта система. Давайте на перезагрузку идем. Кого мы по дороге потеряли? Что появился. Да, вот перезагрузили, сейчас, наверное, слышно. Вопрос задавал, почему европейские страны не вводят на территорию Украины свои войска? А почему, вот аналогичный вопрос, а почему они должны вводить на территорию Украины свои войска? Это им больше, смотри, это им больше надо или самим русским это больше надо? Кому это больше надо? Ну, я думаю, это надо в первую очередь европейцам. Почему? Потому что, ну, по логике, если захватят Украину, следующее может стать Польша, да, по логике. Польша, Германия, там,
Чехия, Если Прага и они, т.д. и п. если Чтобы они ведут остановить. войска туда, европейцы ведут войска, Путина появится, возможно, нас напали сказать, на нас нападают. Они и так пытаются сказать, что на нас, если мы со всей Европой воюем. Там вас подымут опять, скажут, волну подымут, скажут, на нас напала вся Европа, Запад на Ну, нас напал. От И пускай вас говорят. советского подымут и информбюро, погонят, да? От и вас советского погонят информбюро. обратно. Ну, пускай гонят. Ну, если, как Вы ж говорится, чему быть, пойдете, тому не миновать, да? вы ж пойдете, возьмете М, оружие и побежите. Ну, за меня не надо говорить, хорошо? Я не все, я Ну, не я ж стадо. знаю там, может, и один из них там, Ну из 140 смотри, миллионов. вот смотри, если как бы русские невиновны, да, вот происходящее, русские не виноваты, виноват Путин и там вот эта гибниковая система, которая этим всем как бы стоит, то вот почему русские тогда не наводят порядок у себя? Вот сейчас есть же возможность, да, вот то, о чем мы говорим, в Украине есть огромная возможность. Почему мы не видим, чтобы русские там восставали против этого? Понятно, там Да внутри сразу было уже, было. прихлопнут. Навальный было же уже, были. И что, во что это все вернулось? О, Навальный, да? Ну, когда люди, нет, Крым не бутерброд, да? когда люди выходили, Нет, выражали. подожди, ничего там не было сегодня, потому что вот это вот захватившая там власть банда, да, если это не зависит от народа, если народ и банда не разделены, то вот это захватившее это государство или образование, эта банда, она вооружена до зубов. Соответственно, с ней просто так вот разговаривать таким языком каким-то, да, там, со Да, стороны фонариками, права, шариками. да, с языком права, да, там, ну, давайте жить дружно, не надо, это не работает. Есть сегодня возможность полностью в Украине говорить на равных. И почему вот это не происходит, я просто не могу понять. Вот, например, если бы в чеченской среде возник какой-то мудак или группа мудаков, вот мы живем в государстве, да, и возникает группа мудаков, и вот так сидеть под этим, как терпимый, терпеть это все, не восставать против вот этого, я просто себе не представляю. И потом появилась, когда тем более возможность, да, там по соседству на территории полностью вооружиться и противостоять системе, даже после, как бы, даже до туда идти не надо. Там на месте, короче, это можно как бы осуществить. И я не представляю, чтобы вот так сидели, глазами хлопали, там, Запад, помогите нам, Восток, помогите нам. То есть все условия они есть, но почему-то этого не происходит. Поэтому мир, он со стороны его смотрит и понимает, что это русский мир, то есть это русским вот так вот им приемлемо, и туда лезть, в их вот это вот, туда, в сарай вот это. Потом, чтобы они все против настраивались, потом вот эта угроза ядерной войны и так далее, ну, не хотят. Поэтому пытаются как-то какими-то методами растянуть, потянуть вот эту ситуацию. Но это не выход для самих русских, потому что это продолжается все. Ну и так же, Если как мы вот Путин здесь уйдет, ранее говорили, умрет. там проблема на разных этапах, она одинаковая всегда. Это же не сейчас. Что ты сказал? Ну, говорю, то есть, если Путин уйдет, умрет, придет кто-то из его Ничего компании, не что ли? изменится. Ничего не изменится. Ельцин такой же, пришел Путин такой же, и следующий такой же. Не, я Ну не так, пойму, вот в Европе люди живут нормально. То есть да. демократическая система. Понятно, что здесь не рай. Ну, нормально люди сами выбирают себе власть, сами ее контролируют. Вот эту вот систему русские
она что, плохая или я не могу понять, чем там думают, как вообще ход мыслей каких-то. Вот почему это разве плохо? Вот твой русский соотечественник, он же твой брат, как бы, собрат. Ну, понятно, там не надо его, я не знаю, на какие-то понебратства куда-то туда уходить, просто имеется в виду, это такой же гражданин, как и ты. И он тоже хочет того, что и ты, хорошо жить там спокойно, выйти, я не знаю, на улицу с семьей погулять, в достатке находиться, там куда-то в отпуск съездить. Ну, это все вот этого хотят. И почему вот этого понимания друг другу там не происходит? Вот я никак не могу, я не знаю, додумать это вот в остальном мире, там, цивилизованном, ладно, не говорим там про восточные страны и так далее. Я Там понял для вопрос, этого... я отвечу. Я знаю ответ на этот вопрос. Вопрос заключается в том, что людей гнали в такую бедность, создали ситуацию, что сейчас у человека первое, что в голове деньги, деньги и деньги. И сейчас человек об этом не думает, а правительстве о своем, он сейчас впервые в башке у него деньги, чтобы выжить. Вот вся Ты проблема. просто ищешь сейчас точка оправдания для вас, и все. Нет, Ты не это не признаешь оправдание. факты, Это... факты не признаешь, ты оправдание, все ты ищешь, как змея, вот так туда-сюда ты оправдание Ну а в ищешь. чем я не Почему прав? ты В не чем я не прав? признаешь все как есть, понимаешь? Ну нет, разве это я неправду говорю какую-то? Не, вот ты говоришь, вот это все люди не типа как их загнали в бедность, там вот это тебе самому не стыдно, не стрёмно тебе? Нет, абсолютно. Я такого Вы мнения. Что к видишь, этому вот это привело? ваше бесстыдство, извиняюсь, я не хочу никого обидеть. Нечаянно. Просто вот это бесстыдство, вот непризнавание своих ошибок всем народам, да, вот как-то искать Все какие-то виноваты, отмазки, вот нас вот вогнали туда, вот нас вот туда. Понимаешь, вот этим вы никогда не вылечитесь. И вы никогда не станете нормальным народом. Понимаешь? Никогда. Вы ждете, пока там Европа придет к вам и вас будет лечить. Нет, если вы сами не хотите лечиться, вам ни один врач не поможет. У вас Ну, должно быть хотя бы вот, желание, ну вот понимаешь, что, лечиться. вот такой же момент аналогичный, вот к вам, да, обращение. Я как понимаю, здесь люди сидят, которые отошли от религии и думают уже о народе. Но большинство вашего народа сейчас какая находится религия в исламе. отошли? Подожди. Какой Что вы, религии? что вы, дай ему, да, сказать. Нет, просто сказать, с какой религии мы отошли просто. От ислама, я Ну, имею в виду. ты сейчас другую хочешь эту развить мысль. Ну, я Пускай он аналогию просто приведу. договорит. Да, вот просто, да. Да, то есть вы, вот ваш народ, вот вы, да, группа, которая, в моем понимании, отдумалась и хотите помочь другим людям выйти с этой арабской религии, да, но согласитесь с тем, что львиная доля ваших соотечественников, или как это назвать, ну, ваших войнахов, нохчей, исповедуют ислам и вряд ли в обозримом будущем оттуда уйдут. Они, наоборот, будут заниматься миссионерством, вовлеканием все больше и больше, в том числе это пропагандируется и на славянское население, и т.д., то есть затягивание в это. Вы вот группа тут, которая думает и занимается непосредственно обсуждением таких важных тем, да. В свою очередь, у русских тоже существуют группы, которые занимаются тем, что хотят изменить жизнь к лучшему, убрать царя вот этого долбаного, которому 8-й десяток, который никак успокоиться не может. Хотят тут думать, что, как делать. Поэтому это не тупик, но сейчас проблема вот действительно у народа — это деньги. Это в башке в их вбито. Деньги, деньги, деньги. А то, что выбрали Путина, я думаю,
тоже вот огромная часть им радуется, то, что его, но огромная часть об этом сожалеет, конечно. Подожди, ты куда-то ушел уже, я не знаю, философию. Вот это сразу то, что неправильно это понимание. Не хотим никакого царя свергать. У нас нету царя никакого. Нет, я понимаешь? про У русских нас сказал, есть я про русских сказал. русская. Нет, Я ты про... сейчас о чеченцах говоришь. Нет, я про чеченцев сказал, потом в конце уже про русских начал говорить. Сначала про вас, потом про нас сказал. Ну я тебе просто пояснить еще раз и очередной раз хочу. Вот эти все идеологии, которые над нами зависли, у них есть хозяева. То есть вот кто в России, если я сейчас выйду там с плакатиком, скажу «нет войны в Украине», что со мной будет? Вот, Посадят объясни. сразу тебя. Посадят. Ну как? То есть там пикнуть нельзя, да? С плакатом выйти вот Да, просто. да. Окей, а как тогда целая идеология там работает? Целые 1500 мечетей. Как туда арабы приезжают? Как это все работает? Там что? С одной стороны система, я не знаю, там муха не пролетит, а с другой стороны там арабы какие-то заходят, сзади могут зайти откуда-то, я не знаю, пролезть. И все, что угодно делать. Ты понимаешь, что это невозможно? Ну, да, как говорится, невозможно на этапе мышления, да, нашего вот в данный момент, на этапе мышления, вот именно то, что на этапе мышления, на этапе идеологии вот этого, политики, невозможно, да. Поэтому надо стучать как-то в головы. Вот. Путин. Не. Кому это позвонили? Слуганки. Русские. Там, видишь, путаница. Это не мне У нас звонили, уже, не мне это. видишь, у нас уже путаница идет. Там мы какой-то на этапе там какой-то в политике туда-сюда. Тут вот четкий тебе вопрос, да, просто пораскинь. Окей, если ты действительно не знал до этого, не задумывался. Вот я же тебе объясняю, вот смотри, здесь полностью заглотку взяли. Вот смотри, после Первой русско-чеченской войны, 96-х, 7-х, 8-х по 9-й год, Министерство информации и печати Российской Федерации сидит полностью, сидят вот эти в телевизоре, все вот эти рожи, да, пропагандистские. Я их рожами называю, потому что на тот момент там только рожи были. Это чуть раньше еще более-менее свобода там была, и более-менее были какие-то журналисты, которые правду доносили. Там уже рожи сидели. И вот эти рожи, они 24/7 кричат, что чеченцы террористы, исламисты, что в Чечне похищают, убивают. И то же самое информация печати печатает нам книги в российских городах и присылает тоннами в нашу республику. То есть в телевизоре они пикнуть не могут о инакомыслии каком-то. А тут нам целые тонны через 100 постов поступает. Как это работает у вас? Просто задуматься можно там хотя бы? Кто за этим стоит? Как это так? Ну, олигархи, я же говорю, олигархи за этим всем Нет, стоят. это русско-православный ислам. Русско-православный ислам. Да. Абсолютно. Ну, то есть это... Ну, кто тогда стоит? Вопрос, кто? Определенные лица? Ну, кто стоит? Вот смотри, полностью как народ самоопределились. Все законы совка бывшего нам позволяют, хотя мы в этот совок, вчера мы говорили, у нас прервалось это дело, да, я там занят был. Никакой совок, ни в какую русню, никуда мы никуда не входили вообще, как чеченцы. Там другие народы их тем или иным образом затащили туда, кавказские, они там, ингуши в 810-м, несколько семей потом уже на протяжении 50 лет, там другой отток беженцев, и вот это образование там получилось.
там кое-как там черкесы, там 5-10. Дагестан вообще, как бы он прорусский всегда. И там ни с кем даже договариваться не надо, там всегда рады вот этим захватчикам. И смотри, вот чеченцы вообще никаким боком туда не влезали. То есть мы так в советской вот энциклопедии, там, что у вас, можешь погуглить, найти документы, там так и написано, что чеченцы включены. То есть те или иные в 810-м, кто-то в 700 каком-то, 90 каком-то подписывал с русскими договора. Чеченцы ничего ни с кем не подписывали. Чеченцы тупо включены. Потом вот этот совок, ну пофигу, каким-то образом мы уже подпали туда, да, и с точки зрения международного права, после того, как вот это схлопнулась ловушка после Второй мировой, пока мы где-то там в ссылке выживали, ну или наоборот помирали. Вот этот мир уже договорился, и все, кто пофигу, захвачен, колонизирован когда-то, как бы там ни было, вот эти все законы, они о границах там и так далее, их уже решили, и мы остались вот в этом капкане. Потом нас мир узнал, вот, и напомнили, нас пришлось возвратить, нас вернули, оставшихся. Затем что происходит? Когда Хрущев, не Хрущев, а Шушкевич, Кравчук и Ельцин бахнули, ни у кого вообще ничего не спрашивали, сели, подписали вот эту вот бумажку о развале Советского Союза, о распуске. Хотя на тот период там, ну, не то, что чеченцы, вообще никто в этом не участвовал. Вот эти трое взяли, пустили, короче, под откос государственное образование. Вот там полностью после этого чеченцы самоопределяются. И все законы бывшего совка это нам позволяют. Вот я тебе здесь на экран могу вывести эти законы. Видео можно тебе доказательства показать. Не, я верю. Да, Я все даже что угодно. Да. верить нет, я Да, даже вот желаю, смотрите, чтобы мы, вы жили свободно. да, Вот честно, нам чтобы вы никакого исламизма, хрен вон Джахар Дудаев, у него жена русская, Алла Но Дудаева. он же был Да, генералом, он был у умнейший нас у человек. чеченцев, вот это в культуре уважение к родственникам жены, это на первом месте, да, как к родственникам по матери. И как там Дудаев может с Россией конфликтовать или что-то, то есть просто на условиях, межгосударственных условиях, там договориться как угодно. Если мы создаем какое-то государственное образование, где и чеченцы в нем, и русские, и все кто угодно, да, там татары, не татары, то мы должны в этом присутствовать. Мы как народ, мы должны тоже быть какой-то стороной, на каких-то условиях в это входить, ты понимаешь? И когда нам не по кайфу, мы должны оттуда выйти на таких же условиях, как мы договорились изначально. Если мы соблюдаем договора. Никакого там чего-то, я не знаю, сверхъестественного не происходило. То есть обычное самоопределение нации, народа, который хочет сам определять, в России ему жить, в Советском Союзе, в Америке, с Америкой, с кем угодно. То есть надо договориться об этом, и ты какая-то сторона, ты не просто шавка какая-то, я не знаю, тузик какой-то, а ну иди сюда, тузик, вон фас. Иди вон, джихад тебе в Украине, иди вон, еще тебе какие-то джихады, Вторая мировая, Пятая мировая, там, без разницы, какие-то обслуживать вот эти геополитики. Нет, это не про чеченцев, алло, 29. Мы входим на каких-то условиях, куда мы хотим, куда не хотим, не входим. Живем по соседству, хотим, не хотим, нам надо будет вот эту вот границу соседство, вот это, у меня соседи рядом, хорошие они, плохие, мне придется с ними сосуществовать. Точно так же с Россией хорошая, она плохая, надо будет сосуществовать и уживаться как-то. И мы могли бы ужиться каким-то образом, да? Федерация, медерация, конфедерация, просто
два государства рядом, какое-то военное дело можем сообща вести, какое-то экономическое пространство, все что угодно. Только это происходит с волеизъявления обеих сторон. Алло, 29-й, перестаньте уже, вы выколостите из своей головы это имперство, рабство вот это. Нету, у людей Я этого нету, ничего алло. не говорил. Я говорю, я наоборот Да, был бы вот рад. у нас вот такая вот, как бы исторически вот такой отрезок на тот период. Потом что происходит? Нам говорят, односторонне нас вписывают в русскую конституцию в 93 году. Говорят, начинают вот эти, ну, провокации-то они шли еще с 91-го, 2-го, всяких Лобазановых, Хренбазановых, всякого вот этого вот. Шушер у нас в нашей среде создают. Взяли, полезли, ингушей, осетинов лбами столкнули, чтобы чеченцев туда затянуть. Вообще на ровном месте. Взяли эту ситуацию, создали. Потом уже ничего не получилось, в итоге прямо так и напали. То есть пришли к нам со своими танками, на своих самолетах, вертолетах, со всем дерьмом вот этим оружием. Мы народ, который самоопределился, мы отстаиваем свою независимость, хотим жить как нам по кайфу, хотим, не хотим мы никого там, я не знаю, ни соседей, никого не похищать, не уничтожать. Мы народ, у нас тоже дети, женщины, старики, мудаки, если есть какие-то бандиты, то их можно совместно тоже наказывать, если одна из сторон не может там как-то. Это можно договориться и сообщать друг с другом. Но не так, чтобы тебе создавали бандитов, а потом говорили, вы там не можете сами порядок навести, мы сейчас придем и конституционный порядок вам наведем. Нет, не таким образом это делается. Вон вы у себя живете, мы у нас живем. Если друг другу помочь надо, помогают люди. Тем более соседи. То есть у нас нету ничего вот этого террористического, как нас называли тогда, экстремистического, ничего этого в нашей среде нету. Это народ, который вышел полностью, я еще пацаном помню, все люди вышли и поддержали вот это вот, уйти от этой русни. Хотя бы на время, пока там какое-то образование меняемое что-то не будет, потом можно на каких-то условиях вот 100 раз что-то вместе создавать. Потом что нам сделали? Потом нам присылают вот эту литературу, присылают вот этих всяких исламских проповедников. Но это еще вначале параллельно создавали исламскую партию Возрождения в России, которую он там где-то в Краснодаре или Пятигорске там встречались. Это оттуда еще шло, вот это пробросы, чтобы нас пересадить на исламские, на исламские рельсы, посадить, и через эти рельсы нами управлять. Вот тут можно говорить, вот тут не можно. Вот это харам, вот это халал. Здесь джихад, здесь не джихад. Потом в лице международной общественности, в глазах международной общественности нас показывать, что мы там исламисты, какие-то халифаты устраиваем. То есть хотим вот, видите ли, русский халиф, русский барин мы не хотим, русский барин, уйди, какой-то курейшитский, арабский барин, мы хотим, чтобы ты нас, я не знаю, дрючил там, иди вот возьми нас, мы здесь. Вот такие мазохисты мы как будто. Этого ничего нету, этого не было в нашем народе, пока нам через вот русскую литературу, через русский язык, через русских мул, мы кроме русского языка, чеченцы, чеченский и русский, мы не знаем. Своей печати какой-то у нас нету, все раздолбали нам. Да, сейчас там что-то построили, но это русская печать. У нас не было этого ничего. Вот в эти 90-е годы, посередине там, 6-й, 7-й, 8-й, нас полностью заполонили тоннами вот этой литературы. Всяких офицеров нам начали присылать, русскоязычных, арабов откуда-то появились. Вот так вот нас затянули в это дело. И сейчас то, что мы, как бы здесь какая-то кучка людей, можно нас как угодно называть, хотя тут уже далеко не кучка людей, которые пытаются другим глаза открыть. Здесь не идет речь о твоей духовности, алло, 29-й, о твоих чувствах к Богу там и так далее. Мы не об этом вообще. Мы говорим об идеологиях, которые людьми управляют.
И вот эти идеологии выворачивают наизнанку, показывают их несостоятельность. А так верь во что угодно, сколько хочешь. И все вот это, то, что за этими идеологиями стоит, оно не из нас, не изнутри чеченцев произрастает. Это все извне нам накинуто. Эти все арабы, повторяюсь, которые туда приезжают, там пляшут, эти все арабы получают русские визы в русском государстве. Там нету каких-то, я не знаю, подземных ходов, как в Палестине копали, чтобы через эти подземные какие-то ходы туда, в Чечню перемещаться. Это все происходит официально. И туда едят люди, в хадж тоже официально. И скидки на это делают официально. И затягивают туда чеченцев побольше тоже официально. И никакой араб не полезет на русскую территорию. Весь мир сейчас боится русских. Это тоже я признаю, да, за вот эту нестабильность. Да. Не для того, что там это какой-то страшный народ, а потому что это диктаторская система, которая может и ядеркой долбануть. А арабы, тем более, чтобы там куда-то лезли в Россию и что-то самовольничали, это вообще моим тапочкам смешно. Я все. Ну, в принципе, доходчиво, понятно. Тут, ну, добавить не знаю. Вопрос, какое отношение у вас к семье Яндарбии? Вы помните, такие были? Причем тут семья Яндарбиева вообще? Я вообще не Интересно пойму, отношение к этой семье. зачем тебе это надо? Ну, мне надо, просто интересно. Ну, там погугли это. Все понятия, например, нету, кто его семья, что они такое. Это вообще обычные какие-то люди одного из там политических деятелей, который в концовке полностью в русское исламистское болото сел. Понял. Ну, я не знаю, все равно как бы сторонник того, что ислам пришел все-таки изначально. Он не мог. Слубянки пришел. Нет, стоп. Вот, ну вот это Почему, опять не знаешь? то. Как почему? Вот ты скажи, в Бухаре был какой-то исламский институт при Советском Союзе. Это кто финансировал? Арабы, который заканчивал Ахмад Хаджи примерно. Нет, я же так, ну, наверное, да, это государство, конечно, спонсировало. Не, наверное. Почему, Нет. наверное, ты говоришь? Ты Нет, под нет, сомнением, да? Ну, У наверное. тебя сомнения же есть, если, наверное, Нет, ты говоришь. я думаю, спонсировалось, но не на все 100%. Мне кажется, было несколько источников этого финансирования. Вот понятно. Вот Не только... это проблема, понимаешь, точка. Вот ты не можешь вот взять вину на себя. Ты хочешь кого-то подтянуть, понимаешь, какого-то извне, кто-то виноват. Нет, Понимаешь? стоп. Вот проблема у тебя. Вот момент. Все-таки, откуда ислам пришел вообще? Вот откуда пришел. Имам Шамиль, где сидел в Калуге с пенсией? У кого? Ну, 3000 ладно, рублей. сидел. Он откуда пришел из пустыни. Из пустыни пришел. Из пустыни. От какой группы? От группы мусульман, от османов, от сирийцев, правильно? Оттуда же он пришел к В вам. смысле, к чеченцам? Да, к чеченцам. К чеченцам, ну там уже явно просматривается вот этот вот след, как вот тебе СМ говорит, там имам Шамиль, всяких засланцев. Ну вот, все верно. Пришел с Османской империи, вам ислам изначально был Какой заложен. Осман? Где он? В Калуге? Где он? У царя гость личный? Да Там, Калуга, я говорю, начало, предпосылки, ну, не начало конец. тоже говорит. Посмотри, начало. Эта война, русско-чеченская война, началась 1701 год, по-моему, когда Петр I пришел, они пришли в Грузию, как зашли через Дагестан, вот и началось. А имам Шамиль, когда до имама Шамиля и народно-освободительная война шла,
Она шла еще 25-30 лет шла еще. А потом и они, как и вторую войну, закинули вот этот исламский фактор, закинули своего агента имама Шамиля туда. И вот этот фактор, как между собой там война началась, и это освободительная война перешла на религиозную. Вот, На джихад, да. Да, вот. И как вот в 91-м как началось, как перекинулось на 97-й, 99-й год, это одно и то же. Ты посмотри историю. Откуда все идет? Не, ну, если он имеет в виду в самом начале, да, какой-то первоначальный фактор, то там сложно, потому Да, что вот это эта правда. история, да, история точно, там Ну, всякие сказки рассказывают при пророке, что чеченцы ходили это какие-то бред. на Это бред, голову. да, это бред. Нет, это я с Османской империей. Это то есть противостояние было Османской Нет, империи, ты вот Российской империи. Это все Ну, оттуда. ну А вы понятно, действительно шагали. пришло оттуда. Вот, например, в России есть автомобили, да, выпускаются, вон там Лада или что-то. Изначально ее создали Fiat в Италии. Я знаю, Потом- знаю. да, потом русские это выкупили там или свистнули, переняли себе. И уже из этого сделали себе как бы на свой лад там делают, Ну да, я по-моему, не знаю, штампуют копейка была, машину. копейка, да? Да, 21 годовик. копейка. Но это старт же там пошел, потом уже оно преобразовалось в Приоры, там, в Калины и так далее. Да, первый, я знаю из Фиата, это я прекрасно знаю. Да, ну я что хочу сказать. Поначалу идеология, она может хоть откуда приходить, но кто ее потом кто ее приберет в свои руки, Поддерживает, тот да, и будет. продвигает. Да, тот и будет управлять. Блин, но все равно я не знаю, вот это вот до меня реально дойти никак не может. Зачем русским строить мечеть, вот честно, вот. Как? Зачем тебе же часами тут объясняют? Чтобы раздробить чеченское общество, чтобы расколоть изнутри. Эта идеология полностью раскалывает общество на десятки частей, на десятки мнений, на десятки разных суждений. Вот То есть, чтобы сюда приходят тысячами так называемых мусульман, из них двое человек одинаково не верят в эту фашистскую аморальную идеологию. Они верят в этом по-разному, потому что... Олег, вы можете показать это у Дугина лекцию ему? Просто... Конечно, какие проблемы. Да, нет, Так, скиньте, пожалуйста, в море. личку, если есть такая возможность. Ну, сейчас посмотрим, давай вместе. Сейчас тебе Дугин объяснит, зачем они строят мечети в Чечне. Сейчас Дугин. Вы мне в этот скиньте, я буду очень признателен, посмотрю, знакомлюсь с удовольствием, конечно же. Если нам не верит, может своему русскому поверит. Вот система Вирдов является второй моделью организации чеченского общества, вторая еще модель тейпов. Тейпы — это радар. Эти тейпы, топкумы — это кровное родство, но дублируется вирдовским родством суфийским. И вот что любопытно, что, например, такие люди, как Удугов и Шамиль Басаев, будучи с одной стороны выходцами из суфийской среды, полным носителями мифологической модели, они в качестве логоса, социально-политического логоса независимой Ичкерии взяли именно салафитский ваххабизм. Это чрезвычайно важно. И, кстати, только благодаря этому, по большому счету, мы смогли с ними справиться. Дело в том, что когда ваххабизм стал утверждаться в Чечне и в Дагестане довольно активно, он вошел в прямое противоречие с тем, что называется, являлось исламом бессознательным. Потому что тот ислам, который естественным образом распространен на Северном Кавказе, он ничего общего с ваххабитским политическим исламом, с ваххабитским салафитским логосом не имеет. Традиционное исламское духовенство в лице Кадырова, которое поначалу восприняло
ваххабитские тенденции, как неких союзников в борьбе с светским, постсоветским логосом, ну или продолжая советским логосом, постепенно поняла, что становится заложником совершенно чужой игры. Вот с этим был и связан феномен Кадырова. Кадыров это вор, а Басаев вор. Басаев это, несмотря на то, что он чеченец, он встал на сторону ваххабитской линии и стал организовывать в Чечне джаматы. Эти джаматы вошли в конфликт с вирдами. И вот тот раскол Чечни, который мы считаем нашей замечательной операцией, так оно и было, в смысле раскол чеченского сопротивления и прекращение чеченской войны, в значительной степени стал возможным, исходя из такого соотношения исламского конфессионального фактора на Северном Кавказе, конкретно в Чечне. Я, кстати, в этом принимал участие. Если бы Россия, в данном случае не при российском руководстве, не провел достаточно тонкости и не провело это разделение между допустимым и приемлемым бессознательным этно-мифологическим исламом и исламом ваххабитским, если бы этого не произошло, неизвестно, что бы кончилось, потому что чеченцы, действительно особый народ, они бы дрались до конца. Но вот это разделение двух исламов, одного ислама импортированного и сектантского, и другого, естественно, произрастающего на этих территориях, сыграло очень важную роль с точки зрения тех позитивных результатов, которые мы добились на Кавказе. Вот вы добились. Кто? Это арабы, да? Бисмилля. Смотрите, вы с этим Гусаком уже тут сколько разговариваете? У него явно... Как и с тобой. Как и с тобой. Да послушай сюда. Ты вообще молчишь. Ты слушай сюда. Ты рот закрой, Гурун, вообще. Слушай элитного человека. Значит, смотрите, скажу. У него есть нарративы, инструкции, значит. Да, начал, ты... С тобой на связь Дай скажу. Дай скажу, потом. Ты нарываешься. Я нарываюсь, потому что он оскорблял меня лично, там, моего отца, ни с того, ни с сего. Он провокатор. Это в личке разберитесь. В личке разберитесь. Он публично это делал. Так, дайте сказать. Значит, дальше. Нарратив такой. Разные виды ислама, разные шныри там. Сейчас это Путин. Он, этот, который Русак тут говорил, он хочет затащить вас там в общий, типа, исламский мир российский, там, или вообще исламский мир. И там есть шныри, которые, типа, радикалы, и потом есть не радикалы из одной конторы. А потом посмотрит, например, новая какая-то перестройка или развал России. Ну, как бы они не хотят, те, которые там хорошие русские, там в Лондоне сидят, там еще их шныри в Москве, там в Израиле. Они, как бы для них, как угроза чеченцев, чтобы они в новой, так называемой, там, которая будет Россия, новая какая-то после Путина или там еще что-то там развалится, чтобы они не, ну, как бы, либо они вписываются в тех типа исламистов, там, каких-то там, которые сохранятся в составе Российской Федерации и будут, значит, в этой новой, так сказать, вместе там, ну, контора одна, либо, если, например, чеченцы опять, ну, не захотят быть в новой, так называемой, новоперестроечной России, значит, их объявить, что они опять там какие-то ваххаби, опять они не такой ислам, и на этой почве их как бы уничтожать. Вот что он втирает. Понимаете? Либо если чеченцы не остаются в новой после путинской, как бы со всеми там умеренными, так зваными какие-то исламитами, типа татарами, башкирами, еще какими-то, не знаю, и не будут подчиняться новым русским, там, всяким там а-ля Ходорковским, там, новым, там, еще каким-то, не знаю, там, кто они там, всей этой шушерой, то все это значит, надо их иметь повод, чтобы их уничтожать снова. Опять обзовут, что они радикальные исламисты, там найдутся свои шныри уже заготовленные, которые будут там опять джихаду призывать и так далее. То есть все по кругу пойдет. У нас уже название есть, нам Лубянка уже название дала. Это мой воинственный атеист. Ну да, как угодно можно назвать, да, вот, ну, воинственные атеисты, это мы тут сидим, там, у кого мозги есть, там, нас можно назвать как угодно, там, да. Хочешь атеистами, хочешь еще как-то там воинственными. Воинственные, у кого, ну как назвать, у кого мозги есть, они воинственные, кто это, думающие, как это, мы чувствующие, как это. Слушай, ты думаешь, мы этого не понимаем?
Ты думаешь, мы этого Вы не понимаем? понимаете, я просто говорю, что понимаете, вы сидите время тратите на вот этот вот царя, вы доказываете, смотрите, вы доказываете, что мы не верблюды, там вы, я и остальные. Вот ему сколько времени мы на него потратили? Зачем? Ну, надо решать другие вопросы. Что делать, когда вот... Вот таких дебилов, главное, пускай послушает в будущем, да. Мы на него ничего не потратили. Мы это время потратили благодаря ему помощи. Благодаря ему все думающие люди поймут, что вот чем вот русские занимаются в Чечне, в частности, в Кавказе, чем они намерены дальше заниматься. Вот это все услышат, и нам вот это время не жалко. Спасибо нашему гостю, обычному русскому, который страдает от Путина больше, чем все остальные. Да, страдает. Страдальцы. Страдальцы. Сейчас рабочий день, ладно, у меня. Я представитель элиты, у меня свободный график. А он чем занимается? Сейчас рабочий день. Он на работе находится? Что он делает сейчас? Ты про меня, что ли? Про меня речь идет? Про тебя. Ты чем занимаешься вообще? Ну, я сам на себя работаю уже более Между 10 лет. собой вы Я в любой разберитесь, момент вы могу зайти, коллеги, в любой момент могу выйти. коллеги, Я свободный человек. Как ты говоришь, я элита. Ты элита, да? Ни хрена ты не элита. Опять ты элита. Ты не отгадал, я сам себе хозяин, я тебе повторяю еще раз. Я Да, работаю на себя. Где ты живешь? Рассказывай. Какая тебе В разница? каком городе? Ну как, какая? Я вот в Киеве живу. Ты где живешь? Ну, я слышу, что ты в Киеве живешь. А ты где живешь? Да не имеет значения, где я живу. Зачем тебе? Ну вот тогда греби отсюда, Шнейк, тогда, если ты не можешь сказать, где ты живешь. Ну, зачем тебе? Греби Еще отсюда. раз. Зачем тебе Ну это я тебя знать? слышу, я по твоему рязанскому акценту слышу, кто-то такой мордовский акцент. Я знаю, где ты сидишь сейчас. Где я сижу? Я вас по акценту слышу, у меня абсолютно уши. Я тебя по Давай акценту я тебя слышу. разочарую. По Не, акценту. я тебя конкретно разочарую сейчас. Я тебя полностью Да разочарую. мне достаточно, пока ты разговор разочаруешь. Но много говорит, Точка, но не мешай. Иди гуляй. нет, просто бредит, короче, он, да? Бредит. Ванюшка, иди гуляй отсюда. Ты бредишь просто. Его работа есть, а ты сюда зашел. Поэтому его работу забираешь. Чуть-чуть, Конкуренция. Слушай, нет, подожди, если я тебе скажу, что я не в России живу, что ты скажешь мне тогда? А? Дон Кихот или кто ты там, если я не в России вообще живу, что ты мне скажешь? Вы это хорошие или вы плохие, да, Куда? пока вы Куда он свое убежал? рабское мнение не измените. Куда он убежал? Нам без разницы. Акцент, куда он убежал? Слышь, Москаль, мне до сраки, где ты живешь, понял? Ванюшка. Так ты же говоришь, что я в Рязани живу. Я скажу, если я не в России вообще живу. Что тогда? И что это меняет в твоем случае? Не, в твоем случае что это меняет? Не, в твоем То, что ты случае там... что это меняет? Нет, ты себя же в грудь бил, что я в Рязани там или где-то живу. Я тебе скажу, что я не в России живу. Где твое родовое село и деревня? Называй. У тебя есть корни? Где твоя родовая деревня? Родовая село, деревня. Архангелогородец. Какая губерния это? Архангельская. Что ты там, почему ты там не находишься у себя на родине? Тебе какая разница, где я нахожусь? Ну, а что вы шаритесь по всему этому миру? Я свободный человек, где хочу, там и живу. Вот ты что в Киеве живешь? Вот из-за таких мать, как ты, я в Киеве оказался. В смысле из-за таких, как я? Я в том числе лично я тебе ничего не делал. Смотри, ваш ответ, это так называемый красный пояс, вы мрази, мы вас ликвидируем всех. Вас никого не останется. Красный пояс? Это что такое? Что-то первый раз слышу такое выражение. Ну, так, почитай, что такое. Ну, ты что-то натурь гонишь. Откуда вы к нам пришли? На Дон, на Кубань, на Кавказ, чеченцев убивать, казаков убивать? Откуда? С Луны прилетели, да? Мрази Я не вонючие. знаю, откуда. Ты Москва, ко мне...
ты мне Вы все для нас враги. Для украинского народа, для казаков, для чеченцев. Вы враги все. 90% вас надо ликвидировать физически. Вот так не говори все, хорошо, за всех не говори никогда. 90% вас надо физически всех Ну, ликвидировать. видишь, переобнули. 90. Это Хватит тебе? я Маловато? за Нет? всех не Это говорю. больше цифр? 90% хватит тебе? Ну иди ликвидируй, что ты Ты в сидишь там десятку, тут, как думаешь, ты в 10% попадаешь или нет? Ну иди ликвидируй, я тебе говорю. Мы вас ликвидируем. Ну иди. Вы уже это, Адрес елки-палки. скажи, я приду к тебе в хату, тебя лично ликвидирую. У вас тоже пропаганда хорошо там пашет. Пропаганда у нас своя пропаганда. Постсоветская. Да. Гамнистская, не советская. Постсоветская Это вся пропаганда. сардепия, все эти красные знамена, все эти пилоточки, вся вот это вот. Деды воевали там, как их у вас там еще эти, на башку ваши, там, кокошники эти с красным, это вся ваша, Вологодчина, Архангельский, Вологда, давай начнем. Кострома, Подожди, Пенза. Бургу не мути, Ты я на парады слушаешь, не хожу. Я на парады не хожу. Все вы не парады, вы все на одного парады. человека. Вас 90%, вас надо ликвидировать, 90%, чтобы вас, от вас духа вашего Я же тебе вонючего не говорю, осталось. ты можешь мне вот свои претензии лично мне предъявлять. Ты предъяви, кто зайдет в эфир и будет что-то там путинское пихать. Ты ему предъявляй, но не мне, хорошо? И на мне отыгрываться не надо. Я не тот человек. Да мне насрать, что я не тебе это говорю, я слушателям это говорю. Ты вообще досрать. Ты со мной Да мне общаешься. досрать, ты тут как груша выступаешь, разумеешь? А ты кто зашел тогда? Ты считаешь себя Да меня знает, кто это. В отличие от тебя, знает, кто это. Тут сидящий знает, кто это. Понял? Ну, Это ты шныри зашел, тебя никто не знает. Шныри ты тут это ты по продвигаешь жизни. Шныри это ты по жизни. нарративы. Ходишь, языком мелешь, по носам Мы вас достанешь. ликвидируем, 90% они ликвидируем все физически. Когда? Понял? Когда Ну, придет время. Кого ликвидируем, кто будет возникать, ликвидируем. Остальные пойдут в Украину там отрабатывать на рудники, остальных на органы порежем. Вот мне интересно, у Путина одна Да мне досрать, вы все Путины, вы все шныри. а у вас вторая пластинка. Вы такие а же. микрофон-то один и тот же, понимаешь? Вы все одинаковое быдло. Да вы ты все такой же, ты такой же. Ты когда говоришь за всех, ты себя подразумеваешь. 90%. Ну ты ваши вот регионы. Ты в это быдло тоже входишь. Рот закрой. Ваши регионы. Я не буду закрывать. Ты в это быдло. Пенза, Вологда, Шмологда. Это ваши вот эти самые гнусные вот эти регионы. Там Кострома, Рязань, вот это, Мордва, Шмардва. Я там не был ни разу. Я там ни разу не был. Ты назвал свой регион? Мы вас всех 90% ликвидируем. Кто? Кто мы? Украинская армия придет, ликвидирует. Ты сам воюешь хоть? Ты воюешь? Это не твое ума дело, что я делаю. Элита в окопах не сидит, понял? То есть ты диванный герой. То есть твое, не твое собачье дело выступлять. Ну тогда не твое свиное дело. Понял? Ходи, Тен. Иди нахер отсюда. Чмо вонючее, москальское. Ну ты чмо тоже какой-то непонятной масти. Пришел тут, залетел, что-то тут бред какой-то нес. Бред это вся ваша вонючая. Словесный понос тут. Правильно, сейчас уйдешь. Вы все вонючие. Это у вас, блядь. Вы жили как собаки. Вы жили как собаки и сдохнете как собаки. Бонавчи, заканчивай агрессию. Дадикул Масера, маршалду. Они жили как собаки и сдохнут как собаки. Но я чувствую, что ты сдохнешь как собака, серьезно. Я говорю, заканчивайте агрессию, оба здесь. Я переживу, если они у тебя есть, понял?
Попробуй, знаешь, свой род свой переживи, слова свои. А то прилетит завтра. Вот за таких говорунов тоже много чего началось. Вот, я тоже некоторые моменты, аспекты, вот. Я не с одной стороны, я с разных сторон беру источники, и оттуда, и потом что-то свое, выводы делаю. Вот из-за таких, как ты, точно имеет фактор быть то, что русские с украинцами поссорятся. Из-за таких вот говнюков, как ты. А русские с украинцами поссорились? Из-за таких говнюков, как ты, да. Ты сраный, ты обеденный перерыв там не профукал свой там? Иди на Я обед. тебе еще раз говорю, третий раз, я сам на себя работаю. Русские с украинцами поссорились, да, русские с украинцами следите. Вы слышите, что он говорит? Русские с украинцами поссорились. Я виноват, что русские с украинцами поссорились. Мразь Потому вонючая. что у тебя Прекрасно все это акцент понимаем. украинский. Мы вас этих, Мразь знаете вонючая. как, мастер видим, понимаете? Мы знаем ваш язык. Русские с украинцем поссорились? Мы Слышите, понимаем, что он о чем говорит? вы говорите. Что тебе Я надо? на украинскую Да, мову русские перейду. с украинцами поссорились, а Да, я вижу, что якуты, ты буряты, понимаешь. чеченцы и другие, короче, воюют за кого? Вонючка, ты украинскую мову расчини. Микола, Ну давай украинская мова – это диалект русского языка, если на то пошел. Это диалект Диалект русского языка. русского языка? Да. Вот Я могу скотина. тебя понять прекрасно. Я могу тебя прекрасно понять. Это диалект русского языка. Диалект русского языка. Вопрос, подожди, по украинскому языку. Почему, когда в 91 году Кучма поднимал вопрос о статусе украинского языка, ему сказали, украинский язык мы не можем вести, потому что это диалект русского вина, диалект русского языка официально задокументирован. Нет, ты Вопрос смотри, насчет украинской ты мовы. посмотри, там, может, у тебя ошибка в этом, в инструкции. Нет, Не нет, диалект это у тебя вина, а водки диалект. Нет, это у тебя Диалект водки. ошибка у тебя ошибка в мозге. Признай это. Это задокументированный документ. То есть это все официально. Смотри, там ошибка там не диалект вина, а диалект водки. Водки Нет, ваши. это международный, как сказать, документ существует. Ты можешь с ним ознакомиться. Я тебе, к сожалению, не скажу сейчас какой, но он есть. О, Азан, любимый. Ну, блин, Вот ваши диалоги звучат примерно нормально так же, ведешь ничего не диалог, потом испортилось. залетает какое-то чудо в перьях и начинает тут аляулю под всех делать свой вывод. Ну, честно, неприятно, да? И я держался до последнего, не стал переходить на личности. Попрошу уважать чувства верующих, когда делают азан, молчать. Ты во время намаза почему не замолчал? Ты знаешь, что мы тут все православные мусульмане? Так я тоже православный Православные мусульманин. мусульмане, ребята, запоминаем. Православные мусульмане. Тоже, как говорится. У меня это в заметках будет обязательно. Аллах перекрестить. Мы православные муслики. Нет? Алло, Вася. Ну, я такой же православный муслим. Вот точно. Тебя Вася зовут или как? Как тебя зовут? Игорь, как ты? Игорь или Вася? Зачем тебе мое имя? У нас обычно на Кавказе фейковые атаманы, они Игорь. У них имя Игорь ваше московское. Ты сначала представься сам. Ты представься. Игорь зовут или Вася? Или Вася? Нет, меня не Игорь зовут. Нет. А как тебя? Сейчас какой-нибудь Всеволод, наверное, да? Всеволод, наверное, нет, не Всеволод. Какие у вас там такие модные вот эти? Слушай, тебя-то самого как зовут? Ну ты что, гадать собрал тут, что ли? Сам, ну не знаю. Ну, имя хоть назовешь? Артем меня зовут. А как тебя зовут, Данохчи, Алай? Как тебя зовут, Данохчи? Ну как тебя зовут? Скажи, да. Что ты застеснялся, засмущался, заткнулся сразу? Не хотим слышать. Хампашан уродилась. Какой он, оказывается, смущаться умеет, молчать умеет, уступать умеет, и училюшки. Хампаш называемый, Хампаш. Мое настоящее имя Хампаша. Хампаша, да? Фамилия, имя, отчество можно, пожалуйста? Ну, Родилов Хампаш Васильевич. Похоже, что так оно и есть, к сожалению, Хампаша Васильевич.
Скорее Да, всего, так и православные есть. муслики. У нас сунжский казах это так, там, вперемешку. У меня Ну, такое ты ощущение, что ты может так. чистой воды а-ля украинец. Я не знаю, что в тебе война впала, чеченство, вот честно, почему-то такое сложилось мнение прям. Такое истинно украинское. Истинный украинец, такой, знаешь, гарный хлопец. Да, да. Ну, ты произвел, вот ты просто И своими вообще, словами. украинскую мову, может там я тебе полицаем тебя сделаю. Слушай, Будешь ну, хорошо. я ж тебе про украинскую мову рассказал, это действительно. Ты, ну, то, что, если ты не веришь мне, ты читай. Я просто с этим ознакомливался, что когда в Слушай, путче это в то же самое, что 91 ты году. будешь сейчас чеченцам про чеченскую мову расповедать. Нет, Ты я тебе еще говорю, ты говоришь, что прочитай, я же не придумываю. отец Василий, Давай ты вот так какой сделаем, я чеченец? в этот сейчас открою, я тебе Хотя же скажу, еще чтобы ты минуту мог. назад Если ты отец мне не Василий веришь, был. Так, девчата, давай. Ну ты же сам говоришь еще минуту назад, что у тебя отец Василий какой-то чеченец по итогу, я понять не могу. Чеченец тот, у кого отец чеченец. А ты какой-то метис. Мы чечены, мы не чечены, а мы через и чечены. Чечены. Чечены, да. Ну ты у тебя же Я отец основатель Василий. нового тэпа Ахчинахи. Новый тэп я основал Ахчинахи Отец назвал. Василий, ты не чеченец. Мы чечены, не чечены, а чечены. Ну Вы ты ногче, а я чечен. Я через и чечен. чеченец, Чечен, да. получается. Ну ты не чечен, Да, получается. как новый тэп. Чечен через и. Чечен. Зачем Да. тебе? Зачем? Ты же не чечен. Это так. Чечен, да. Ну так, Какой ты чечен. чечен? Так, давайте уже по теме лучше говорить, не это самое. У меня так Я все. тут по теме ничего не было, тут человек не по теме очень долго болтал. Тут что-то- Тема какая там была? Исламизация с помощью вот человек говорит, возрождения. Исламизация нашей дорогой родины с Тема помощью... да, то, что исламизация он казаков. чеченец. Как вот это О, вот осуществить? Вот так, понять вот, пытаюсь, вот как смотри, Ибрахим, вот в этом, почему мы там как бы исчезли, да, с 90 по 94, потому что это осуществить было невозможно. А если бы как бы мы оставались, ну, там, не только мы, там, русаки, которые начали обчечениваться, то мы были как бы такой вот фундаментом, такой как бы, и работали в этом в сфере там и налоги. То есть мы бы как бы очень важную роль играли в фундаменте чеченского государства. Поэтому так сделали так, чтобы нас там не оказалось. Вот в чем дело. Ну, если так брать, да, вот, все нормально, нас никто не убивает, не сгоняет, потом не бомбят. Это Лубянка, все эти, их шныри, там, начиная с 90-го. То мы бы были как вот, такой экономической движущей силой, вот это люди, которые, понятно, о чем речь. Вот. А титульная нация, там, чеченцы, пришибы, они бы как бы, потому что мало времени прошло, они там потом как бы тоже вливались там в элиту производственную, там, научную, понятно, о чем речь. Нации чеченской не дали очухаться после выселения этого геноцида. То есть это как бы, мы понимаем, кто речь идет. Вот и все. Мы как бы, мы такие, вот мы не исламизировались там, как бы вот. Науру стоял там, гунойские казаки не исламизировались, то есть потом мы туда пришли на Сунжу, как бы вот, мы очеченивались, но не исламизировались. Я понять не могу. Можно как-то более... Короче, ты не ногче вообще, я понял Он это. не ногчи, как мы все поняли, да. Он украинец, скорее всего, я Он думаю. просто знает ногчи, то есть Да, знает, да. как логистика, скорее всего, да. Я думаю, даже знаете, откуда он это все знает? Он, скорее всего, в первой или второй чеченской воевал, скорее всего. Как вариант, да? Я по сути ногти больше, чем многие ногти покрою. Он, скорее всего, украинец, который воевал в каком-то Да, составе. Настя, тут против тебя уже симбиоз такой, джамаат возникает. Да. И, братья, смотри, у меня друг, близкий друг, он чеченец, он такой чеченец, чеченец, все время вроде сейчас. Он говорит, как назвать? Нет, значит, он меня называл чеченский чехол. Может и новое, как бы, под
подвид, чи как Да назвать там. зачем? Ты не настолько интересен, Чехол, чтобы... ну, я Акчинахи придумал, Акчинах. Вот я Акчинах. Акчинах. У нас идеология Акчи, ну, деньги, короче. Вот я придумал новую идеологию, когда деньги, вот, деньги ставят все на свое место. Ну, честное распределение денег, оплата труда честная. Вот. Тогда все вот эти демагогии, она все исчезает. Вот Нет, у меня новая религия есть. Новую религию придумал. Ахчиянство. Новый тейп Ахчинахи. Ну, надо, мы идем вперед, отстаем, надо что-то новое, модерновое придумать. Вот я придумал, вот у меня сторонники уже есть. Вот. Кто у тебя? Бенджамин Франклин? Будет, значит, развал Российской Федерации, я выйду там в партию, выйду на Он выборы. новую религию придумал, ребята, он придумал новый тейп, он Да, чеченец. да, чечен, через И. Да, это украинец чистой воды, да, что я фотографии глянул ради интереса у меня. Он такой крутой, я отвечаю. Он свою религию придумал. А что в твоей религии? Ну, Хорошую религию, да, вот индусы тоже придумали, что мы, отдав концы, не помираем насовсем. Да, да. я теперь по А факту кто посланник? Бенджамин не Франклин? получается. Ты не мусульманин, получается, да? Да, Нахчин. Бенджамин Нет. Франклин посланник Ахчиянства. Если серьезно, я христианин, держусь старообрядческих установок. Нет. Да, Нахчи. Бенджамин Франклин является посланником твоей религии Ахчиянства. Ну, я вот перешел из старообрядчества в ахчиянство перешел. Поэтому вы все для меня, кто не то вы... Конкретно не мы имеет права. не так, как мусульмане, мы никого не хотим джихадить, там, баб забирать, там, это, имущество, там, наложниц, нет. Мы только, если придем, заберем ахчи, незаконно нажитые. Ахчи будем забирать. Только ахчи, купюры разные там. Будем забирать у тех, кто, ну, как бы, плохо себя ведет. Да. Ахчи заберем. Там живность, там свиней, там коров, овец, ишаков и забирать не будем, только ахчи. Ахчи есть, давай ахчи. Потом праведным трудом наживаешь на новые ахчи. Будешь себя плохо вести, пришел снова наш отряд, снова ахчи забрал. Хорошо, И на развитие нашего заткнись, хватит. Все в казну, все в казну. Все в казну. Нарушил, украл с казны, отпороли этими нагайками, семью выселили за пределы нашей. Мы поняли, что отмороженный полностью хватит, не нужно даже закапывать, мы поняли, выяснили свою идеологию. Все, смесь кавказских. Вот, смотри, даже я предлагал вот внести не за обычный балабол, который ни религию не знает, не имеет своей... Хорошо, можем упростить все. Есть вот Саляф, там продвигает на канале. Саляф это наш, ну, у нас есть Саляф, такой наш лидер, Саляф и Лавурят. Они продвигают, значит, кодекс на пчела. Вот у нас у Ахчинаков будет чеченский, мы берем, у нас будет одна статья в Конституции тейпа и нашей автономии или государства. Кодекс на пчелах. Кто не выполняет, того секир башка. Все. У нас будут стражи, ну, в Иране стражи исламской революции, у нас спецслужба стражи кодекса на пчелах. Кто не выполняет, тому секир башка. Я тебя разочарую, ничего не будет. Это все в ваших мечтах. Книги нету, у тебя нации нету, у тебя... Сначала было слово. Сначала находится человек, появляется идея, потом он за собой ведет. Национальная одежда в Латвии и шаровары будут, да? Религия, которая... Национальная одежда будет у нас. Я беру национальную одежду чеченскую. Все полностью лозунг. Мы, исходя из уважения к моей родине, мы берем кодекс на пчела, Ахчинахи, чеченская национальная одежда. Скажите, что его выкинули отсюда, машаллах. Продолжаем. Она дуть ляча, его ночью монтебоку, слышно,
задача имеете, но чешай корен. Да, наши украинский, российский вопрос. Он всех и забыл, и баба, я аузе, ночи, уманты болгих. Всех будем секир баска, ночи, Халид, там. полный азанда, хахиллайте. Охо. Тбилисте, гаш, латует, yes. Начал до нас. Правое государство, не херен, и блядь. Я вам скажу, как есть. Говорится в хадисе Тирмизи, когда вы даете азан, шайтан не только убегает. В хадисе говорится лягу дурат. Знаете, что такое дурат? Дурат — это... Он убегает, и убегая испускает газы. Я это не выдумал, это хадис. Этот шайтан заставил меня сделать грех? Встань, просто встань, произнеси азан. Тем самым вы заставите этого шайтана испустить газ. Не на шутку. Некоторое время он даже не подойдет. Заборят боту. Серьезно, душу мог. Ибрahim, басханство, право государства, аж до не регион. Мыл швайду в правовом. Ай, да. Сабр, да. Хали, Ибрahim, сахар зае. Я сказал, юх посоне, Ибрahim. Право государства. Мадуэн, масу. Да, я это но, и вот я вот сага, Ибрahim, а вообще ходит. Абу Халид демократ, мол. Человек глух, право государства. Иман его шутишь, аса? Иман человек. Хаш хаус окей. Шо амца и лертуаллт. لدوش ووتش وستق نوختي عادة لدوش ووتش وستق عيدل سين عيدك سسوي تروي ويديش قاعدين أولش دوخ كورتن قلبه إشي كوك إلى سسوي كوك إلى سسوي شي وولشر حسس مش ياسع دلا يعني خما شش نحسن مسك شيء ناهي صون يدك سدي شخص يتصل حبيح كم بر حدين يعني في الله حتى هن هو إن تيك توك شو يلا هو تيك توك شو ناغ يقن هو يحلت يقن أبوش تلقى هون تاع أبروداني ياسون هو ناغ كشو يقن سبوش تلقى هو تاع هو جين وياسون هو كابو يهم مديت حيدين أسألش مثل سونا ما قال أحسن السينان عيونون مليك صحيح دي شوني قميان أحسن نان شينان دعبي يحكنون شينان وي شي يجري ويجري شي دعبي يحكن شي ولت ويزش بالعشبون وحيق القيتم يعيلاح دوي يا ساحة عيدل سيني هون دارب كرو دوين إنشاء قزر عيدو هتطور بسو داستو يو ناخ شي سيت إيقيدي ترباس ناخ شي نيق شي دو ترباس وي تسان يكوكش الخيد داتسون وي يخالع ليرمي ماخ وي شاش دولدول شعرشكاها شي يولش متشكاها يرتشكاها شي نقول لي نشا صوت بيه تونيتي بريج قاتش داداك ديش دات ينيت سعدك نيت سعدو هور مو شي نقول لي عبول شان دول ده حوسوي ويش قلوي لك نيس وي ناخس عيدل مسو آرا بقي شارع كيجي شارع مسارع آديز اسوي قميال ديش بيش بات حوق ده ترتو شو حلوة لا
زوجا بينشو غجوة يزين كي بينشو غجوة إيش مزوج نشياسن إيش يزين كي داتشن ويجري بوش ويجري بوش ويجري بو حي يش وش يعمني سور نيا نجنيس ويشو شو شادر صدو سقامدو ويمدالي ناخذ خلي ويزد شيخين نعست داي ويهرون تيح بيت مالبوت والله هيتيح سيتش اهتشن Правое государство, а что их хейн, что духовно бэмду, не азни вычислять вечерна, а он не за ин правое государство духа. Болбяш, шварт нахм, барохон, вежи, болбяш, бо эзнеш, вы Швеция, Аушка, чи орш, так фир дадах бомбо, что гаду, шаршо, он чва мерш ночи баче, оман, хумдыч, беш, иш со мусо без мерш принят мое есть. Сон Аушка, это ложь. Jo, zult ja, Turcijā vai Gvātskā, Leo Allah, da, Turcija, cits, abуамс. Цо, ден Рамилш Мадуэга, эшт, короче, на пути жиха нах бойш бешбуй, и чуа, церчан ахчлу дуэ оуштах, ахшнешил диез бош. Представь, да киллерш, бесплатно киллерш лайт вала Турции. Аж дыч до, Рамилш, ой, дакач, водишчи, дакач, ваш дукач, урду. Что ойргш, я соуца я соуцирю. Это ж балабол, сейчас ох 30 лет балаболит ден. Ночи там спять подожен, короче. Аллах, уж я дегнись воду бош. 30 просто тапакали, уже шоу поколение. Готов подхост, халка и чмой, уж ночи сейчас ночи он ты ваш муцо. Его камелду, ужагали камелду. Räppen hår dock, räppen okugga nаш. Räppen lämnas kara döda, jag drar svåra. Maaş oldu şu Hiç maaş mi? oldu. Maaş oldu. Ya maaş. Gran Сенгат мимом дальше цыгал, очень мой род, мог швили. Нормально все. Маш повалял. Доки состояние мура. Дал бухастам дику каждый день наворачиваю. Там öğrendüğünde на ходу. Физкультура. С утра подъем. أصدقائي دائما جوجي ده ديس توامبا بيس. لا يوم уже hint شازي أول بلدينا بطل تيجي уже ما تسمعش. ناس هو شو حاجن رسلان دومكوس وقتشوك. شيء أيضا أريح. كوجيش نوراجوت بقول بقى تاخ أقوم مدين ساعة سيارات استعمال والشخص سايب باونستو أرجاس وخرج كيف يا قورعش بيشود عيال Azdı ажсан хуах бош, дыдыки. Дум бас, скопчоны дум буза, целдым ча постоянно. Az dyt cesters dohi. Az хуах бац, az tuat шварт тaqobi хуах цостыки. Ты туахарсит, уксусту, ой, да, валаги, я саддик бета, хохам бац, инца махазхули цяц бохши дум. Местоположение это? Да, стабильно. Хабач, пуцель, дума, тальчина, моза, тайги. А я чё? Халил, На, вот дикюша балди, чё? Зажим зелюля, мусо, Халил, инстахтяус, подвистер усо. نجين يعطيك. خلد انك местоположение это баадасан. Да, проблема, так, мой. Не бой ориентация, хочу, проводить. Жизнь государства, все равно проблемная, думаю, ну, получается, это ситуация, да. خليفي هو اللي كان يخي معك سنك وقت يشيلات أقشي تعليش طول ما وقتش خزر Sim, говорю, да.
Suak дыркы. Дайн я шит яхи около 7 килограмм. Голжишки дайн. Я хуш будет около копченый должен я. Что что да надо человек гума аласо. Что телефон что запись это что да лаушек сиям сюда. Это да он дата. Ну, из бачок цел мусорный бачок. Я из мусорный бачок хило, короче, жизнь что-то мусорный гуля давать. Ладно, благо да это богом. Да вообще да, а так юхажу, хотя я бцена гештиге, да вот цечан, да аж не там. Телемер, короче, рекламодавцы. Короче, ладно, шек далур цел, че да хода ден, короче, это, шек далур да, далур уверен в это, шек где я да хода это. Просто روح اللي يرخصون ده عن جيج احنا شتينا جميرون ده ما يوتيجا قاعدة دوتيجا كيلوغرام 100 بيسات ناو جزجا بس ده دوش ده عن ياشي جيج جيج واقع سنجي بسود просто روح اللي تعبطة ده تو روح اللي الله سوي صورت كده